Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто записи когда-то, может, будет его смотреть. Продолжаем снова силксонить, холлоунайтить и прочие. Как непривычно видеть вот эту новую менюшку в игре. Такая черная, мрачная бездна. Я уже привык к другим. Прикольно. Привет, Зена. Рад тебя видеть прям сходу, с начала стрима. Доброе утро. Если у тебя утро. У меня сегодня опять какой-то типа утренний стрим. Не такой, конечно, как вчера. Не в 9 утра я сегодня запустился. В 11 с чем-то. Но все равно утренний. Походу мы опять переключаемся по стримам на какие-то утренние дневные, нежели с вечерне-ночных. Опять походу. У меня когда режимы меняются, тогда и стримы по расписанию меняются. То вечерние ночные, то опять дневно-утренние какие-то. Ура, поздравляю с 3-м актом. Благодарствуем. Да, мы прям на прошлом стриме наконец-то добрались до этого 3-го акта. Посмотрели первую концовку, потом и сам 3-й акт открылся нам. И сегодня у нас в планах спускаться в эту самую бездну, как понятно по названию. Надо нам вот вниз глубоких доков спускаться опять сейчас. И в планах сегодня сама бездна. Кто-то говорил, что надолго нам там надо будет сидеть, исследовать. Посмотрим. И может что-то еще сегодня будет. Что это светится? Уничтожьте тела пустоты в разных местах Фарлума. 12. Ладно. Пошли. А ты там как, победил того босса, с которым вчера сражался утром? Да, тогда и я тебя поздравляю. Взаимные поздравления. Так, бусин у меня нет. Ну, типа. Надеюсь, вспоминать управление не придется. Всего 2 дня. Или 1 день даже не играл. Еще не должен был все забыть опять. По идее. Еще получил новую способность. Тоже хорошо, тоже круто. Сяду на эту лавочку, наверное. Поближе. На всякий случай. Конечно, тут закрыт. Так, а тут куда дальше?
Так, я помню это место, кажись. Этими слизнями всех ХП потерял по пути. Молодец какой. Сейчас похаваю и пойду проходить первый ХК. Оу. Перепроходить или прям проходить? Первый раз. Здравствуйте. Здравствуй, Азель. Здравствуй. Да, это то самое место с этими червями. Оу. Они теперь более жесткие. А чё такой жирный? Ну, конечно. Ой, наконец-то. Открыть. Где? Вот. Открыть шорткат, чтобы больше тут не страдать. Еще бы на лавочку обратно. Да, давайте. Как вообще у вас дела? Дела так же. Ничего не поменялось со вчерашнего дня, вроде бы. Отлично, кириешки. Всем приятного аппетита там. Зена говорил, что пойдет хавать сейчас. И тебе, Азель, тоже. Всем, кто кушает, приятного аппетита. И тем, кто в записи, наверное, тоже. То мало ли. А я суп ем с тостами. А я кофеек пью опять. А вот и этот колокол. А вот и наш дружок. Эй, барышня, ну как тут дела? Куча циферблатов, и за всем нужно следить. Ну, по крайней мере, механизмы управления в порядке. Отсюда я могу направить ваш колокол вниз. Никакой другой жук лучше с этим не справится. Постойте, так вы раньше не имели дела с этим транспортом? Как и никто другой из ныне живущих барышни. Те, кто раньше в нем погружался, или давно мертвы, или застряли между жизнью и смертью из-за проклятия. Ну а из тех, кто остался, ни у кого не хватило храбрости или безрассудства, чтобы попробовать. По крайней мере, до этого момента. Я буду стараться как могу. Боюсь, это все, на что вы можете рассчитывать. По крайней мере, ковка в этих доспехах была рассчитана на века. Будем молиться, что ваше погружение они выдержат. Вот ключ, с помощью которого вы сможете попасть в его металлическое брюхо. Залезайте туда, как решите, что готовы. Ну а я пока все тут настрою. Ключ. Угу. Я готов. Я не готов. Надеюсь. Сударь, я хочу начать погружение. Подготовьте, пожалуйста, для меня колокол. Сию минуту, барышня. Устраивайтесь пока на скамейке. Совсем скоро я вас спущу. Поехать. Поехали!
Рышня, шибка, грузка, снять возможно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Сударь, если вы меня слышите, во время спуска произошла авария. Колокол сломался, и перемещаться в нем сейчас нельзя. Поднимите его, если сможете, но без меня внутри. Рышня, ошибка, грузка, снять можно. Понятно. Карта. Карты нет. Понятно. Цель обновлена. Так, сейчас, наверное, будут флешбеки из первой части, где мы там тоже в бездне ходили. Налево или направо? Тут даже мобы те же самые. О, осколки это мне надо. Теперь. Раньше я не знал, куда их девать, а теперь они мне надо очень сильно. Да, буквально из первой части моб. Угу. Ну, чуть-чуть, может быть, где-то там что-то изменено. Возможно, но не факт. Бездна. О, как страшно. А это что? Это мне на этом... Так можно сделать? Да. Хорошо. О-о-о-о! Ясно, понятно. Таких мобов уже в первой части не было. Чё, тут ничего не было наверху. Я Silksong прошел раньше, чем первый ХК, и когда увидел этих мобов, удивился. Ты, кстати, мне не ответил, ты первую часть впервые будешь проходить или перепроходить, но я так понял теперь, что по этому сообщению, что впервые будешь проходить. И для меня это удивительно, чтобы сначала Silksong проходить, а потом первый Hollow Knight. Это интересно, ты выбрал приоритеты. Противные мобы, да, во всех смыслах. Что-то там наверху ползает. Неприятные звуки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не хочу, кажется, даже я смотреть, что оно там делает. Ну так получилось. Забавно. Интересно, как тебе будет ощущаться первая часть после второй. Наверняка намного легче, чем задумывалось. Теперь уж. Я смотрел прохождение Silksong, как только он вышел у стримера. И не думал, что буду сам скачивать. А вот как все закрутилось, завертелось.
Как говорится, первая часть это обучение к Силксонгу. Ага. Что-то пошло не по плану. Как задумывался. Ой, ё-моё. Это, мне кажется, реально лучше с этим не сталкиваться. С этой живностью. Ой, конечно. На лету меня еще ловить будут, конечно. А мне их для журнала убивать пришлось. Но мне на журнал как-то пофиг. Так что... Если потом случайно где-то как-то убьется, то приятно. Нет, ну и... Что там с ним отдельно возиться. Так, можно там направо, можно вниз. Уже было несколько развилок, которые я могу забыть уже. Ну, конечно, прям в самом конце надо обломаться. Аккуратно. Так. Яйцо. О, такое яйцо было в первой части, по-моему. Тоже как сокровище, типа. Реликвия из далекого прошлого. Прикольно. Я пойду за чаем. Давай. Ну, сейчас по ощущениям, мне кажется, что боссы первой ХК сложнее. А исследование мира легче. Это пока. Ну, это если сравнить первых боссов Силксонга и первым ХК. Ну вот интересно, что там у тебя дальше будет. Злая Зая. Это не классный. Я вообще сейчас 4-й день страдаю на боссах. Лейс и Муравье. Не могу убить их. Реакции вообще нет. Боюсь представить, как мне больно будет дальше. Закупаюсь ведром валерьянки. Привет тебе и... Лейс и Муравье это каком? Это в начале которые или какие? Если какие-то будущие, то лучше без спойлеров. И на всякий случай предупрежу. Если в начале, то тогда ладно. Привет, Саша. Он же Гриша, он же Саша. В начале. В начале? Ну тогда ладно. Тогда за спойлеры могу не бояться. Вот вопрос, ты ли не будешь бояться спойлеров, потому что я уже далеко от тебя ушел. Или может тебе пофиг на спойлеры? Ты их уже прошел. Да. Доброе утро, кстати, Саша, раз ты только проснулся. Я, как говорил в начале, у нас, походу, теперь опять будет расписание стримов типа меняться. Потому что у меня режим меняется опять, походу. И стримы, походу, будут меняться с ночных и вечерних на дневные или утренние. Не знаю, кому как там лучше. Кому-то вот были лучше как раз вечерние по моему времени стримы, кому-то утренние сейчас. Не знаю, тебе, наверное, неудобно будет, когда вот ты только просыпаешься и уже стрим идет какое-то время.
А какой муравей вначале был? Я чуть забыл совсем. Я, кажется, понимаю, какой. Но карта уже недоступна, уже не покажу. Ну, который там где-то возле путя охотника, который вроде даже не босс, а просто большой моб, которого я на своем стриме заобузил в проходе. Не знаю, вам это что-то дало понять, о ком я говорю или нет. Который мини-босс? По-моему, да. По-моему, он был не то чтобы прям босс, это был просто большой моб. Мини-босс, да. По-моему. Если не он, тогда я тоже не понимаю, какой еще муравей. По-моему, он. Да, он самый. О. Еще помню, значит. Мне пофиг на спойлеры. О, тогда добро пожаловать. Тогда приятного просмотра. И я так понимаю, ты впервые прям вообще Hollow Knight именно играешь? Или ты впервые, может, только Silksong, может, первую часть играла? Или прям совсем-совсем впервые? Если он, то я его помню. Вроде да. А ну, она и сама и ответила. Вроде. Вот. А вот у меня этот обуз не работает. Почему? Ты как его делаешь? Я вообще его случайно заметил. Я думал, что придется его как-то вообще так, по традиционке убивать. А у меня вообще не получалось. А потом случайно обнаружился этот обуз, и все как-то раз-раз, и все. Повезло. Да, вообще впервые. До этого подобное проходило Starbound. Не знаю, что это такое. Не играл, тем более. Ну, тогда вот. Хотя бы кто-то из новичков есть, а то был бы Леха на стриме, он бы каждого нового зрителя называл еще один антиказуал и тому подобное. А то на мои стримы почти все новые зрители это те, которые уже сами игру прошли один или не один раз, как минимум. И уже все знают, все умеют, все профессионалы. А прям новички, как я, которые впервые проходят, таких мало бывает. А не в ту сторону. О! Плюс базу данных. А почему ты, кстати, тоже решила, вот как и Зена рассказывал, что сначала Silksong, а потом уже первую часть он начал проходить. Почему ты не решила сначала первый Hollow Knight поиграть? Как говорится, первый Hollow Knight это обучение к Silksong. Бла-бла-бла. Starbound вообще не подобное. Но я вообще не шарю. Абсолютно. Не могу ничего вообще сказать об этой игре. Он проходит через этот проем, не стоит на месте. А, да? Ну, хотя с тех времен, когда я начинал игру, уже вышло несколько патчей, может, это и даже уже занерфили. Но, по-моему, когда я его бил, он тоже проходил сквозь эту дверь, но редко. Там, по-моему, надо как-то правильно отбегать, чтобы он из-под земли вылазил в конкретном месте, и под землю как раз-таки обратно залазил тоже в конкретном месте. По-моему, я что-то как-то там умудрялся вот так как-то изворачиваться. Не помню уже, надо первые стримы пересматривать. Крутой Челли. Хаю-хай, с вами тот, кто реально думает, что поющее чрево полезное. Пылающее чрево. Что такое пылающее чрево? Я либо забыл, либо не знал, либо и то, и то. И привет тебе тоже, крутой Челли. Так, там опять эта монархиня орёт.
Монахиня, как я ее назвал случайно. Я здесь. Взял чай. Приятного чаепития тогда. Starbound это что-то типа террарии. А, террарию я знаю. Хоть и не играл, но знаю. Пылающее чрево это из первой части амулет. Ой, еще бы я помнил там из первой части все амулеты. По названиям. Мне бы по эффектам и то, не все, а по названию. Давай, проходи игру, а то через полгода только из бездны вылезешь. Куда мне спешить? Ну куда мне спешить? Мистер Командир нашелся. Да, не люблю я, когда такие товарищи подгоняют меня. У нас вообще был момент на стиме, когда мы Хорнет просто уложили спать в кроватку в ее доме в Звонвилле и просто болтали 2 часа или 3. У меня вообще история с Силксонгом началась смешно. Мне понравился фон из игры для стима. Вот купила игру и зависла в ней. Нормально. Вот это называется судьба. Случайность. Не планировала, а вот как получилось. Да я и сам половину забыл. Вот. Ладно, я первый ХК пойду проходить. Давай. Блин, а это теперь мне напоминает какой-то Белый дворец. Вот эти все паркурные штучки. Опять флешбеки эти. Неприятные. Куда я вообще иду? Карты нет. Ничего не понятно. По-моему, я назад вообще возвращаюсь. Да, там справа опять эта фигня ползает. Я обратно, походу, просто вернулся. Кругаля намотал. Тогда летим вниз. Тут. А ну, стример, быстро проходи игру, а то мне некогда смотреть. Мне по взрослым разговорам звонят, а ты тут что-то бубнишь. Да, бизнес, да, деньги. Да. Вот это вот все. Времени нет, время деньги. Время тикает, деньги капают. Я и в Силксонге-то уже много чего забыл. Ничего, вот DLC выйдет, будет повод все вспомнить. И вот ты лежишь здесь, монарх. Твое положение кажется безнадежным. Все же ты цепляешься за жизнь. Неужели ты позволишь мне задушить свои земли, лишь ради того, чтобы спасти ее? Паучок, дорогуша, как приятно, что ты почтила меня визитом. Здесь, на дне мира, так одиноко. Не могу разделить твоего ликования, дитя. Из-за того небольшого бунта, что ты устроила наверху, гибнет теперь все королевство.
Мой бунт заключается в том, чтобы сохранить тебе жизнь, паучок. Я не отдала матери твою силу шелка. Я победила. Пусть бьется в агонии и растрачивает силы, зная, что ее же жалкое, сломленное дитя и нанесло ей смертельную рану. Возрадуйся же и просто наблюдай за тем, как все рушится. Я не стану этого делать. Однажды мне уже довелось быть стражем умирающей земли, и подобной роли я более не желаю. Пока я жива, у меня есть силы сопротивляться, это королевство и жуки в нем не погибнут. Ха-ха-ха, паучок, какое же ты дивное создание. Все сражаешься и сражаешься, невзирая на что. Невзирая на то, что мир вокруг тебя рушится. Орлум его жуки обратятся в прах, а ты все равно продолжишь тщательно размахивать своим клинком. Вероятно, такой исход еще можно предотвратить. Я отыщу тайную силу, цветок, что отгоняет тьму. Эти улики причастны к созданию ловушки и безжалостному использованию ею пустоты. Теперь они помогут мне найти противодействие. Я вернусь, дитя, когда у меня будет достаточно сил, чтобы спуститься вниз и окончательно освободить эту землю от хватки твоей матери. Выберитесь из бездны. Моя ненавистная Лейс. Ой, у тебя еще все впереди. Как и у меня, наверное. Лейс топ. Да, кто не любит чипсы? Все любят чипсы. Мне больше русская картошка нравится. Русская картошка? А почему не белорусская бульба? Это каждому свое. И это одно и то же. Неважно, короче. Так, а как дальше? И я уже в предвкушении. Ну, бульба это святое. Вот. А, вот, отсюда. Нет, опять эта фигня. Летающая. Да. Прям на лету меня... самый низ. Ненавижу уже этих мобов ненавижу. Так назвали чипсы, я не знаю. Русская картошка? Так, чипсы прям назвали. Спасибо за подписку большое. Впервые слышу про такое название, если это реально так. Это из той серии «Вкусная точка», что ли? Злая. А, это фоллоу на Твиче, спасибо. Я на Twitch, мне тут привычнее. Милости просим. У нас выбор есть и YouTube, и Twitch. Кому где удобнее. Ну да, чипсы называются русская картошка. Понятно, это из той серии «Добрая кола», «Вкусная точка». Вот эти гениальные названия, я понял.
Я сама из Бульбаши. Украинская цибуля. Что цибуля? Потата. Потейта, ага. Цибуля это лук. Ну да. Вот я и спрашиваю. Так, остальное я все читал. Не, они уже очень давно. Мне лет 11 было, я их покупал. Ну я не шарю за русские марки продуктов и всякого прочего. Вообще не шарю. Понятно, недолет. Ай, на ровном месте. Походу, надо вот сюда. Вот. Кажись, выбрались. Правда, я там, наверное, много чего пропустил. Без карты вообще ничего не понятно. Лабиринты. Но, походу, еще не выбрались. Ткачедом Абсалом. Очередной ткачедом. Очередной знак сейчас будет. Рунный свиток, изображающий облеченную пустоту. Я думал, это карта. На белорусском тоже цибуля, лук. Все-то вы шарите. Ой, сюда не надо, сюда не надо. Тут ничего интересного. Дочь далекой земли, мы оставшиеся так долго ждали. Свяжи же нашу силу со своей. Верни будущее нашему измученному королевству. На русском лук это лук. Держу в курсе. Да вы что? Окрыляющий шелк. Нет, это не знак, это новая способка. Вниз и L2. Угу. Нажал R2, а не L2. И... Круто. Мне понравилось.
Дальногляд. Инструмент ткачей. В сложенном виде. Собрав его, можно наблюдать за дальними землями. Можно собрать у себя дома. Интересно. Теперь можно вообще куда угодно залезть, да? Вот теперь-то на максимум можем исследованием заниматься. Эта штука процент прохождения показывает вроде. Вот это, если починить, да, тогда надо будет. Мне уже очень интересно, сколько я там уже начикал процентов. Так, или я отсюда и пришел. Так, ну-ка, надо подсказка, чтобы я не заблудился опять. Мне вот тут надо что-то бегать. Или обратно выходить вот сюда. Или это только способка была и все. Ну, собрать надо сначала. Все сделаем. Я в Death Stranding сегодня доставлял пиццу. Витуберше доставлял. С помощью... А, это уже другое. Пиццу Витуберше доставлял. Какие там еще есть занятия? Кроме доставляния, собственно. Вариантов доставки-то я не сомневаюсь, что там много всякого разного есть. Доставка того, доставка сего. Хотя во второй части я, по-моему, видел, что там и шутер какой-то появился. Там даже стрелять теперь можно было. По сравнению с первой частью. А вот в первой части там вообще вроде ничего не было. Но я особо и не смотрел. Может, я просто ничего не знаю. С помощью способки возвращайся откуда... Блин, эти скримеры в игре. Возвращайся откуда пришел. То есть возвращаться прямо сюда, вот самое начало. Хорошо. Какие занятия? Бери груз, доставляй, повторяй 100 часов. Ну, я так и понял. Поздравляю, игра пройдена. Ну да. В первой части тоже шутер-моменты. Да, ну вот я, может, не видел просто особо. Я же говорю, вторая от первой вообще ничем не отличается. Все совершенно так же. Ну, тебе явно виднее, потому что ты играл и в первую, и во вторую. Я-то не играл ни в ту, ни в ту, так что я не буду даже выделываться. Прям самое-самое начало. Возвращаемся. Карты нет. Карты нет. Но я не говорю, что это плохо. Стабильность это хорошо, особенно когда игра хороша. Ну да. Почему бы и нет? Так, по-моему, отсюда я упал сверху. А сюда я ходил вообще. О! А, все равно.
Вроде не ходил. Ну, тупо лор. Ясно. Весь прикол игр Кодзимы в сюжете. Нескольких часов так называемых мультиков, синематиков. А геймплей чисто, чтобы разделить эти мультики. Ну, это я слышал, да, что вся суть это в гениальном сюжете или что-то типа того. Вот этих мультиках как раз. Жалко, если я там что-то пропустил, а мне кажется, я там что-то пропустил. Но без карты... Без всего тут бегать вообще не хочется. Так. Сейчас надо внимательно. Нет, это не внимательно. Нет, это вообще не внимательно. Без не так-то карта есть, пропустил, значит. Ё-моё, ну как так-то? Идем назад, что ли? Выше лавки. Все равно сюда вернешься. Выше лавки вот этой, что ли? А, о. 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 А карта, оказывается, была так близко, так рядом. Вот это сюрприз. Вот это приятно. Вот это неожиданно. О. А я что, везде уже побывал? Походу, да. Справа там дверь была. Ну, ты карта не понадобилась. Ну, я был уверен, что я где-то еще что-то пропустил. Но даже если на карте отображается, что я везде побывал, все равно я мог где-то упустить какой-то лут маленький. Какой-то предмет. Не знаю. Тоже надо гуглить, наверное, что тут вообще есть. Что я тут вообще нашел? Нашел вот дальногляд, яйцо загадочное и способность. Все вроде. Бездна очень маленькая. Да? По-моему, Игорь говорил на прошлом стриме в конце, что я тут надолго. Или он не бездну имел в виду, но по идее бездну. Раз она тут короткая и тут всего лишь спуститься и обратно наверх подняться, то что тут долгого? Надолго ты с боссом, это я гарантирую. Что, меня там на выходе босс ждет? Разработчики не заморачивались с ней. Ну, их еще и торопили, и многое вырезано было. Это я, да, где-то слышал, что они в DLC что-то там стараются вернуть то, что было вырезано, или типа что-то этого. Не знаю, короче. Посмотрим, подождем, когда выйдет DLC, и что там вообще получится. Так, нет, я лучше низом. Вот. И, кстати, я вспомнил, что хотел сказать, как... О, боже, отвалите от меня. Вспомнил, что я глянул все-таки в записи на прошлом стриме тот момент, где мы дрались с этим... С Лейс дрались. Там, где
чате говорили, что у меня 0 хп осталось. И да, я этот момент тоже глянул в записи. И действительно там прям вообще ни одного хп не было, а я все равно бегал, что-то там еще бил. Это был интересный момент. Читы какие-то, действительно. Как это так получилось? Я сначала думал, может просто анимация какая-то где-то там сорвалась или перебила. Но нет, там прям вообще видно было 0 хп, ни одной вот этой иконочки черепка. И я еще там что-то хожу, бегаю, прыгаю, бью. Читы какие-то, реально. Игра сжалилась надо мной. Или забагалась, не знаю. А потом восстановил себе с нуля 3 хп. Да, это было что-то с чем-то. На выходе свои приколы будут. Я думаю, Игорь не совсем бездну имел в виду. Вот мне тоже интересно. С какого, кстати, трая Лейс завалил? Не помню, не считал. 40 минут я с ней дрался. И с матерью я намного меньше дрался, чем с Лейс. Хотя прям настраивали нас так, как будто мы идем к какому-то мега-супер-пупер сложному боссу. А по итогу Лейс для меня оказалась сложнее, чем матерь. Я матерью этой монархини, то есть. То первый раз не то чтобы долго возился, а второй раз вообще еще быстрее. Да, мать легкая, к счастью. А то 2 раза проходить босса, если бы он еще был мега жесткий, это было бы неприятно. Смотря чья. Ну, так тут вся игра вокруг Лейс строится. Я сначала удивился, когда вообще все это узнал. То Лейс тут довольно-таки важная персона. Я вообще думал, когда впервые ее встретил в начале игры, что чисто проходной какой-то левый босс. А потом... Я думал, тут игра строится вокруг чего-то другого. Или кого-то другого. В первой части там король бледный, дворец, там все дела. Бездна там, падшие, вот это вот все. Мы там либо заменяем этого бледного рыцаря, либо бездна там высвобождается, все дела. Там как будто какой-то для меня более погруженный сюжет был. А тут все вокруг Лейс. Я такой сначала удивился. У моих тиммейтов доти точно тяжелые. Тиммейтов по доте? Ох уж это дота. Но я заметил, что в первом ХК сюжетной части больше. Ну да, за все стримы по Hollow Knight мне много раз писали, что в первой части как будто более проработанный сюжет, более погруженный. Может, это сказалось как раз то, что они вот со второй частью спешили, что-то вырезали, что-то не доделали. Не знаю. А у меня пока такое первое впечатление было. Не знаю, как там вообще в финале все получится. Мне еще до финала дожить надо.
Мне в этой части больше нравится, честно говоря. Но я когда уже полностью пройду вторую часть, полностью финал увижу, тогда уже буду свои прям полные итоги говорить. Пока еще такие мини-итоги, мини. Неполное мнение. Все-таки еще до финала может все поменяться. Может сильно, может не сильно. Потому что в первой части был лор королевства, а тут лор Хорнет. Вопросы? Нет вопросов. Матросов? Нет вопросов. Так, карта добавилась. Там слева внизу что-то было. Значит, идем обратно. Вот карта уже пригодилась. Вот карта. Ага, стену не заметил. А, это просто шорткат. И лор. Понятно. Особенно как Цитадель связана с музыкой. Ну, лепота. Ну, да, свои тут моментики, конечно же, есть, которые намного лучше. Ну, есть вопросы. Почему тогда во Силксонге лора Лейс больше, чем самой Хорнет? Так, чувствую, сейчас будут какие-то дискуссии. Надеюсь, они закончатся хорошо. Чем-то хорошим. Угу. Теперь карта. Судя по карте, вроде везде все. Надеюсь. А чё такая музыка-то началась? Блин. Не попал. Да, конечно. Господи. Ну тут надолго. Ну не каркай. Диагональный удар мне сейчас тут очень может все поломать. Ну, такой себе, ну ладно. Обожаю паркур.
Катя, гори! Улети! Где-то я уже такое видел. Мне тогда не очень понравилось. Блин. Да и выглядит эпично, конечно. Торопиться никогда не хочется. Еще по 2 хп. Но музыка тут хорошая. Просто замечательно. Лазара. Тут я не так хотел сделать. Блин, спасибо тебе, Егор, что ты мне моба убил. Нужно. Что происходит? Так. Так. No. Ну. Каждый раз заново. Вот про что Игорь говорил, скорее всего. Наверное. Здесь он пойдет за грибом. Я. Топ-амулет. Кстати, насчет лавы. Вот это я уберу, а то эти иголки мне там вообще даже мешали. Лазера. Ну да, еще погоди.
направо. Тут надо прям последовательность правильную. Когда впервые тут все проходишь, попробуй узнать эту последовательность. Ну вот, тут неправильно сделал. Что происходит? Ну, о, спасибо, что хоть отсюда. Если бы каждый раз с самого начала, это было бы жесть. С самого низа. Вверх. Оу, а что мы так резко ускорились, Слава? О, спокойствие, можно выдохнуть. Ну, Лава, ты еще добрая, ждет тебя. Да, а тут вот прям моментально так резко ускорилась. Это ей спасибо, что она там не торопилась, а потом и резко как пошла. Ай, хорошо, ай, хорошо. Паркур 2 стример 1. Но могло быть еще дольше. Видишь, за час осилил. Какой еще час? Вот и карта обновилась еще. Это один из лучших моментов игры, на моем мнении. Ну да, нервишки так пошалили. Опять мшистый грот возвращаться. Тела пустоты в разных местах Фарлума. Это что такое тела пустоты? Я их еще не встретил ни одного. Щупальца пустоты. Я в прошлый раз говорила, за час пройдешь эту локацию. А, всю локацию? Ну да. Все обычные мобы теперь вовсе. А чё все сразу? Ладно.
буду тогда вас трогать, раз вы такие злые. Так, все еще жива. Ты доказала, что сделано из самого прочного материала, остренький жук. Блоу с прискорбием подвел. Угу. Поведал мне о затруднениях с водолазным колоколом и о том, что когда он поднял его, тебя внутри не было. Он боялся, что ты погибла в пламени, но лично мы предполагали иное. Подъем оттуда был самым трудным в моей жизни, и все же мне вскоре предстоит спуститься туда вновь. Тогда ты вдвойне безумна, или же храбра, сверх всякой меры. Мы будем молиться, чтобы ты вновь вернулась оттуда живой, хотя ты делаешь все для обратного. Я такая, да, я такая. Береги себя, дочь Кусни. Если мне вновь понадобится ваша помощь, я сюда вернусь. С тобой наше благословение, остренький жук. Успокой буйство этого мира, дабы мы могли продолжать свое служение. Ой. Еще у меня же есть телепорт, мне же говорили, ну... Я еще к нему не привык, и опять буду забывать каждый раз, что он у меня вообще есть. Где он? А что он там вообще делался? Не тут, походу. Да, надо помнить об этой штуке. Угу. Я там в первой части, когда мы проходили какое-то время с непривычки, еще не запомнил, что у меня там был тоже телепорт или еще какие-то новые плюшки под конец игры. Тут тоже типа этого. Опять они. Бусины мои. Мерзавцы. Зато с меткой вора они друзьями будут. Не знаю, это обязательно или не нужно оно никому. Но как факт, да. Кстати, бусины валяются. О, их можно собрать. Я думал, просто как внешний вид. А вот и я. Ты знак шамана можешь тут получить. Не обязательно, но просто прикол. Угу. Охо-хо, она вернулась из глубин, да еще и без единой царапины. Ну, не то, чтобы я бы не сказал.
Твои опасения сбылись? Benny Да, все даже хуже, чем я думала. Ваша ловушка погрузила монархиню очень глубоко. Глубже, чем я могла спуститься, не рискуя жизнью. Чтобы освободить Фарлум от ее нити, я должна нырнуть в это озеро жидкого ничто. Ни один панцирь не выдержит погружения в эту пустоту. Древняя даже твой. Yanara. Яннара. Без помощи, безусловно, нет. Но если такова найдется, цветок, что способен сопротивляться тьме. Вы знаете о таком? Вечноцвет. Мы слышали сказания о нем, но считали его мифом. Если бы он вырос в наших землях, мы бы наверняка о нем знали. Да, Фенистра. Я бы не стала искать его в этих землях. Мне нужна его полная сила. А он слишком хрупок, чтобы долго здесь продержаться. Я бы искала его в своей памяти. А, это тот самый цветок, который мы должны были доставлять в первой части, как мясо тут, что ли? Это я помню. Но мы его так и не доставляли там. Ну, он там и надо был только для концовки, связанной с пантеонами. А я пантеоны скипал. Секундочку. Кстати, злая Зая, ты все еще с нами там на Твиче? Просто молчишь. Или уже нет тебя с нами? О, зато с нами Пузо. Я снова с вами. Пузо, ты с нами. Привет тебе. О, Качо. Так, охо-хо, значит, ты хочешь, чтобы мы вскрыли твою душу, дабы извлечь легендарный цветок. Возможно ли такое? Hasfine. Для другого жука нет, но я наполовину ткач, так что стоит попытаться. В далеком прошлом я встречал этот цветок. Моя нить все еще хранит слабые воспоминания о нем. Если вечноцвет достаточно крепко держится в моем шелке, его можно было бы проявить. А, значит, ты просишь нас о другом заклинании, чтобы яснее явить этот цветок. Но столь четко высветить старые воспоминания одной из вашего рода — это непростая задача, даже для нас. Дай нам немного времени посоветоваться, древние. А-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Гафама. Я тута, Лейс пытаюсь убить. Та самая первая Лейс. Так, мы могли бы это сделать. Заклинание можно применить, но лишь при наличии достаточной силы. Колоссальной силы, равной, возможно, силе самой монархини. Hasfine. Предоставить вам свою я не могу. Даже если бы ее было достаточно. Она все еще нужна мне, дабы дать отпор той, что внизу. Но где еще, по-вашему, мы можем ее позаимствовать? У Фарлума, хо-хо-хо. Не забывай, наше королевство может исполнять желания. Фарлум был рожден не монархиней древней. Сила существовала в этих землях еще до того, как она подчинила их себе. Отыщи древние сердца нашего королевства и последних наследников, что несут их силу. Они все еще здесь, но спрятанные и сильно ослабленные долгим господством бледной тиранши. Ты должна пробудить их. Это те самые уникальные супербоссы из третьего акта. Прикольно. Вот мы скоро с ними и встретимся. Мы расскажем тебе, как сделать это подобающим ткачу образом. Научим печальной песни, дабы проникнуть в их воспоминания и оживить последний раз. О-о-о-о.
Изучена элегия глубин. Вниз и треугольник. Jo, Manel. Мы расскажем тебе, где, насколько нам известно, находятся эти сердца. Нам понадобится 3 из них, дабы выстроить заклинание и извлечь ясные воспоминания об этом цветке из твоего шелка. Gafama. Принеси нам сердца древние, заставь их яростно биться в последний раз. Узри сама забытую силу сей жучиной земли, прежде чем мы сожжем эти воспоминания, дабы спасти ее. Цель обновлена. Живите и заберите старые сердца Фарлума. Могучее сердце, добудьте коралловое сердце, лесное сердце, добудьте сердце из пыльцы, и дикое сердце, добудьте сердце поющей. Я догадываюсь, с кем это нам предстоит встретиться. Угу. Теперь у нас есть звериный... А, вот, звериный зов, вот он где был. Звериный зов и элегия глубин. Хорошо. Так. В Коралловой башне первый. Второй где-то возле ступеней. Где я еще не был даже. Удивительно. Ну и третий в полях. Это я понимаю, кто там. Это понятно. Приди направо, и там будет знак шамана. Прямо тут. Сейчас опять, кстати, надо вспоминать, где были места, где мне могла пригодиться вот эта способность с взлетанием вверх. Я таких уже не помню. Учительная аура. Это лор все. Знак шаманка. Метайте клинок вперед и усилите свои умения шелком при помощи мощных рун. И в чем его прикол? Сейчас надо будет потестировать. Усвоение. А, это я все знаки собрал? Раз достижение есть. Это последний был прям? О. Тоже диагональный удар. Довольно короткий. Хотя он типа летящий такой. Ну, не знаю, не знаю. А по этим что тут? 2 синих. И 2 любых, что ли? Белые. Белые это в смысле можно что угодно ставить. И желтые, и синие, и красные. Правильно понимаю? Вроде специфичный хил тоже. Но более-менее нормальный. Специфичный. В плане. Это способности шелка.
А, 3 способности шелка можно? Ух ты. Это что-то новенькое прям. Ну, хотя я ими толком не пользуюсь почти никакими. Да и этой очень редко. Так что, наверное, нет. Наверное, эта способность, этот знак не для меня. Тут я понимаю, прям есть отдельные знаки прям под инструменты, только вот спамить инструментами. Вот это именно способностями вот этими с нитями. Каждый знак на что-то более-менее ориентирован. Прикольно. Но я нет. Megina Fora. В отдаленных тайных чертогах я нашла колодец. Силу, что таилось еще на его дне, я забрала себе. Do, zobo. Значит, ты приобрела новую сущность из панцирей наших предков. Не иначе. Тех многих, кто именовал сии земли своими. Ты говоришь об этом столь обыденно. Такие знания, такая сила, и все это поглощено вихрем шелка. Prataka. Мы бы нарекли тебя воровкой древней, причем весьма бессердечной, но всему здесь скоро может прийти конец, если ты не вмешаешься. Если твой поступок может принести пользу, сохранить эти пещеры в целости, стоит доказать это и поскорее. Finel, fine. Вроде в воздухе нельзя хилиться. Ну, я в любом случае не буду им пользоваться, наверное. Это под магию. Вот какова твоя задача. Ты должна завладеть смертной силой, сердцами. Это я в курсе. Да. Cadestre. Лучше лишить вашу землю части ее чудес, зато спасти ваши панцири и панцири ваших товарищей. Ну да. Torodano. Mesa masa. Это они про Кармелиту. Gafama. Gafama. Пошли. А блох-то ты всех нашел? Да, мне даже за это вот дали яйцо Блохали. Достижение. На прошлом, вроде как раз стриме, мы собрали всех оставшихся блох, собрали предпоследнюю маску. Что-то еще по мелочи доделывали. Перед тем, как идти в третий акт. Так, ну что, нам теперь только по этим боссам идти осталось? Или что еще? Или где-то еще можно опять по старым локациям пошнырять? Пооткрывать что-то новое, что мне стало доступным? Кто знает. А то Игорь говорил, у нас еще 12 минимум боссов где-то. А где они еще? Hironare. И на сей раз Пава я вернулась с надеждой, коей стоит поделиться. Я узрела способ усмирить сей хаос и уже стремлюсь к этой цели. Шанс пока призрачен, да. Но если этот город устоит, и мои старания принесут плоды, у Форлума еще может быть будущее. Что-то ему уже вообще пофиг. Fadastama. Вскоре, Пава, я усмирю хаос, но пока это не случится, прошу, оберегайте жуков. Обязательно, дорогая горожанка, обязательно. А вы знаете, что вся наша вера и все наши чаяния с вами. Nesvir. Еще новые квесты. Тотальное упорство.
Булавочница с подточенных ступеней. Прими мой вызов. О, это что, дуэль? Ликование перед концом. Мушка из Блашетопии. Приди к статуе Кармелиты и юзай способку новую. Не, Кармелиту я оставлю на самый конец. На десерт, скажем так. Самые вкусные напоследок. Прям когда вообще уже все сделаем. И останется чуть ли не идти на финал. Тогда уже только Кармелита. Minonor. Miofene? Кстати, сокровище я нашел одно. Что еще? Что это за грохот? Wenera. Приветствую вас, сударыня. Это всего лишь я. Но если вас тревожит разрушение этих земель, боюсь, часть вины за него лежит на мне. Вина, говоришь? Фи. Те, кто придут после нас, могут считать виновными кого им будет угодно. Пока же единственное, что имеет значение, это моя коллекция, и я должна ее защитить. Но что это? Я чую, ты что-то принесла. У тебя есть для меня реликвия? О да, у меня целое яйцо из первой части. Наверное, очень дорогое. Потому что там оно было самое крутое, самое дорогое, самое редкое. И всего несколько штук на всю игру там вроде было. Не знаю, сколько тут их. Может, вообще одно. Да, это отлично впишется в мою коллекцию. Посмотри, посмотри, что у меня есть. 600 бусин. Загадочное яйцо. Еще, унеси мне еще реликвий. Значит, это еще не все. Кстати, вот тут, по-моему, что-то было. О, я сюда давно не мог забраться, а теперь наконец-то во. Медальончик. Неплохо. А еще мы должны собрать тут кое-что. Собрать дальногляд, да. Вау. Дальногляд. Состояние мира станет доступно для вашего восприятия. Прогресс завершения можно проверить в меню. Да вы что? О! Тут даже ячейки вот эти все отобразились, чего у меня еще не собрано. Тут 4 штучки чего-то, тут еще одно, тут еще 4. Реликвии 1, 2, 3. 3 реликвий еще для полной коллекции нет. Угу. Теперь хотя бы отображается. Сувениры еще какие-то. 8 штук. Это вообще что такое? Вот. Встречено 177 из 233. Завершено 107 из... Понятно также. Это по врагам. А по процентам игры. Завершено 80%. О как. А в караван к ним ходил? Да. Что, еще раз надо? Вот, как раз. Квест даже дал предводитель блошек. А, ну, значит, так и должно быть. А я как основное блюдо был. Ее как основное блюдо. А, ну, каждому свое. У меня вот будет на десерт. Перед финалом самим. Я всегда люблю
более-менее что-то интересное оставлять напоследок, чтобы была интрига, было желание вот дальше проходить. А то, когда самое интересное сразу пройдешь, и дальше остается что-то уже более-менее такое скучное, менее интересное, то уже и есть вероятность, что ты можешь случайно там где-то забросить и так далее. Что-то. Вот когда есть все равно в подсознании мысля, что впереди еще тебя ждет такое интересное что-то там, то все равно ты все превозмогаешь и все равно идешь вперед. Но когда прям не втерпешь, то можно и так, да. Кому-то прям, кому очень сильно хочется. И кому вообще пофиг на такое. Мне вот так вот. Иди к месту, где была Матерь Шелка, там ее рука осталась. А, на тот самый верх. Колыбель. Но благо там лифт рядом. Хотя, не знаю, может там завалено, судя по карте. Да, например, ну за полный журнал дает сувенир. Ну, полный журнал это долго, это сложно. Это душно. Это 60 мобов. Не. Это только встретить. А завершено еще больше сотни. Не-не-не-не-не. Я и первой части таким не занимался. Хотя у нас там под финал было прям уже почти все собрано. Действительно, там совсем чуть-чуть не хватало, по-моему. Привет, Игорь. Мне свищ вылечили. О, поздравляем. Теперь тебе, надеюсь, ничего не мешает, не муляет там. Никаких неприятных ощущений. Всего 8 сувениров, из них 2 долгих. Да, я вот глянул только что вот... Как раз только что сказал, сувениры какие-то появились. Вот 8 штук. Что-то вообще новенькое, чего мне не встречалось ранее. Реликвии вот 3 еще где-то не встретились. Ну и прочие вот эти штучки. Невстреченные какие-то. По процентам вот 80 прошли уже. Что делаем? Что делаем? Бездну прошли полностью, надеюсь. Надеюсь, я там ничего не пропустил. Получили последний знак. В мшистом гроте получили способность, которая нас в потолок позволяет подлетать. На эпичном моменте там слава и красиво так паркурили. Было прикольно. И сейчас вот нас направили на 3 финальных или предфинальных очень важных боссов. В башне вот, в ступенях и в полях. Я вот спрашивал, знаете ли вы, где, может, еще всякие новые места, может, открылись, которые можно побегать по старым локациям, пошуршать, где, например, та способность пригодится, которая в потолок позволяет подлететь, или еще какие-то места уникальные, новые, или боссы где-то, может, новые появились. Чтобы сегодня опять все бегать, закрывать. Да, душно. Угу. Все нормально. Я в песках Карака знаю. Про что? Про сувенир? Или про реликвии? Я определенно за то, чтобы к бложкам пойти. Почему бы и нет? А, место с прыжком в песках Карака. Понятно. Квесты брали? Ну, вот вон или 2 взяли еще. Охота у нас была вот эта вот на каких-то тел пустоты, которые я так и не встретил нигде. Не знаю, что это такое. И вот эти 2 взяли. С вызовом от булавочницы в ступенях. И вот это вот. С мушкой в Блошетопе как раз. Куда мы сейчас и идем. Не знаю, какие еще, где может есть.
До этой блушетопии, конечно, добираться не то чтобы удобно. Позже еще будут задания новые. Прекрасно. Великолепно. А где блохи? Ты что, тоже их всех сожрал, как и гусеничек? Это что, сейчас опять будет, блин? Грустный момент. О, эту печальную песнь я посвящаю концу нашей прежней жизни. Здесь, на закате времен, наш край обращается в прах прямо у нас под ногами, и Блох и их подругу скоро поглотит небытие. О, какой у нас жалких созданий еще есть выбор. Безжалостная судьба оставляет нам возможность напоследок сделать лишь одно. Дорогая подруга, сударыня Хорнет, простите покорно, но мы бы хотели попросить вас и об еще одном одолжении. Не согласитесь ли вы поучаствовать в нашем последнем действии? Тамиоян. Я видела объявление с вашим призывом в Звонвилле, сударь, и готова принять вашу просьбу. Канавич. Тогда уговор, сородичи, соберитесь же с духом. Это время пришло. Спасибо за спойлер про гусениц. Ну а что, только вам можно спойлерить? Я тоже умею. Время, да и кто проходит первую часть после второй. Время блошиного праздника, последнее грандиозное торжество перед тем, как толчки тьмы не свергнут нас всех в пучину мрака. Воспряньте же, блохи, последний раз, когда начнутся игры. Ау-ау-ау. Я прохожу. Там еще Зена вроде тоже говорил, что проходит. Блошиный праздник. Это я где? Ликование перед концом. Поставьте рекорд во всех блошиных играх и станьте абсолютным чемпионом. Прыг, юрк, скок. Во, Зена тоже. Ну... До этого мне никогда такие не встречались, только вот сегодня. Вас целых двое тут собралось. У меня такого никогда ни в каких играх не было, чтобы я сначала какие-то другие, третьи части проходил, а потом первые. У меня прям что-то так... Желание срабатывает так. Не знаю, как объяснить. О, да, блошиные игры. Да. А когда мы спойлерили? Я вроде только по делу стараюсь говорить. Ну, насчет тебя, может и нет. Если нет, тогда извиняюсь. Если да, то тогда да. А то столько вас было, и многие иногда что-то кинут. Очень много таких было товарищей. Я уже сбился со счета. Я еще сегодня закрепа не делал, ну и ладно. Я тоже все по порядку прохожу. Во. Итак. Как вам наш праздник, сударыня Хорнет? Пусть мир вокруг рушится, но мы будем смеяться, плясать и резвиться. Ну да, кому что. Кому трагедия, кому праздник. Разделите с нами веселье и попробуйте наши старинные игры. Benny Frank. Мне не так много времени, блошиный предводитель.
Предводитель, если я все же присоединюсь к вашим играм, знайте, что моя цель в них лишь отточить навыки для серьезного испытания, что ждет меня внизу. Маришкава! Разумеется, разумеется. Будь то ради забавы или обучения, нам подойдет любая причина, сударыня Фурнет. Видите, здесь у нас блошиная карусель, испытание, в котором нужно подбрасывать блох вверх и стараться как можно дольше удержать их в воздухе. Ушка Микри! Для нас будет великой честью, если уважаемые гости опробуют эту простую забаву. Да я-то начала проходить оригинал первым, но Силксонг мне затянул динамичностью. Ну а сейчас после второй части проходить первую может даже не понравиться, потому что как раз все будет казаться каким-то уже медленным, простым, скучным, что ли. Не знаю. Также часто бывает, когда следующие части после первой они становятся более каким-то улучшенными, с кучей более новых каких-то механик, усложненные. А потом проходить первые, которые уже на тот момент кажутся более простыми, более скучными. Для меня всегда это так казалось, поэтому я никогда не проходил так. Ну, я за сюжет я вообще молчу. Когда в разных играх сюжет очень сильно связан с первыми частями, то это вообще тогда неправильно максимально. Поэтому Silksong я прошла сначала. В целом и порядок и не важен, по сути, в этих играх, именно в плане нарратива. Ну, в этих играх может и так, я в целом говорю. Например, Horizon тот же, вот, который мы вчера закончили, вот там сюжет, опять-таки, очень связан один с другим. Если первую часть не проходил, то сюжет во второй части ты вообще ни черта не поймешь. А вот если вторую часть проходить, а потом первую, то это каша какая-то уже получится для тебя. ГГ первой части та еще улитка. Но привыкнуть можно. Вот серию метро условно нужно по порядку играть определенно. Да. Малашка! Мадашка, это значит, да, начнется игра, блошиная карусель. Так, это обязательно? Это что? Не, я очень сильно надеюсь, что это не как-то очень сильно важно. Игра окончена. Да. Или это по квесту прям? Поставьте рекорд. Ничего себе они тут жарят. Это пир. Тебе за это очень хорошую награду дадут. Silksong в целом сложнее, но моменты из первой части сложнее есть Silksong. Это ты про пантеоны?
Путь боли, пантеоны, да-да-да. Это, к счастью, тут такого нет. Меня это не ждет. Награда за выполнение квеста очень хороша. Ну чё вы меня соблазняете? После Блашитопии будут кошмары сниться. Так, чё вы опять? Вот это вот. Вы, сударыня Хорнет, верная подруга всех блох. Присоединяйтесь же к нам и пейте сколько влезет. Давайте повеселимся напоследок, отвара хватит на всех. Если захотите еще, нальем бесплатно. Чему напитку пропадать, если будущего все равно нет? Ну да, конечно. О, прыги целых 30 надо. Офигеть. Пашма. Жучиха, этот мир доживает последние мгновения. Все, что нам остается, это испытывать самих себя. Питание называется «Уклонись, блоха». Вставай на платформу и уворачивайся от атак. Чем дольше продержишься, тем больше очков наберешь. Дозагов. Тот, у кого самый будет высокий счет, станет чемпионом. Саша. Это было быстро. Оп. Ладно. Попытки еще явно будут. Кто еще не сдается? Юрк, 65 надо вообще. Дозагов. Саша. Паркур, блин. Ай. Оу. Оу. Уже чуть лучше. Да, я ее убила. 4 дня, блин. Лейс, поздравляю. Поздравляю. Блошиная карусель — это самое худшее. Ну, 40 это уже ближе к 65. Дозагов. Саша. Видел, кто-то рекорд делал 4К. Сумасшедшие люди. Оу! Оу! Ну как так? Не толкайтесь. Местный большой, да? Он сам. Еще хочу. Еще хочу. Я думаю, я справлюсь. Саша. На один лучше, да.
Ну лучше же прогресс есть. Ничего не знаю. Я смотрю каждый раз, как будто разные. Тут рандом, значит, какой-то есть. Не каждый раз они одинаково появляются. Но... Оу. Где моя... Ай. Как я должен был летать? В них, наверное, надо было крюком отбиваться. Garnovich. Dozagov. Походу, да. Ладно, я, наверное, пойду. Давай, Зена, удачи. Sasha. Надеюсь, чел, который прошел это рекордом 4К, знает, что такое улица и свежий воздух. Полностью согласен, да. Гарпуном можно в блок. Да-да-да-да. Попробуем. Но мне кажется, я выиграю чисто из-за рандома, когда они мне как-то более удачно будут выпрыгивать. Ох! Garnovich. Dozagov. Sasha. Это было очень быстро. Нет, это очень плохо. Garnovich. Dozagov. Sasha. Но это испытание, я думаю, я пройду. Рано или поздно. А вот с остальными не знаю. Блин. Ну, только просто не попал на платформу чуть-чуть левее. Ну, это вообще обидно было. Garnovich. Dozagov. Даже меня не сбили, я просто не попал на платформу. Sasha. Ах, ну пока только в районе 40 где-то держимся. Garnovich. Dozagov. Sasha.
Первое испытание несложное тоже, если тактик к нему найти. Ну, если найти. Что я делаю? 58, ну блин, как обидно. Там меня как будто прям один сбил, и следом за этим еще один сбил, еще левее. Вот это было, да. Жесть обидно. Ну да, прям почти. Дозагов. Чаша. Хочешь скажу, что за награда? Ну давай. Чтобы я знал, насколько сильно мне прям стоит стараться. И стоит ли. Да ё-моё. Да есть же. Да есть же. Ладно. Интересно было бы дальше еще продержаться, но хватит. Garbage. Так, а насчет скок, что у нас там? Прыг-блок. О. А чё это? Лучше другой знак? А в чем смысл? Я там упустил, что ли? Так. Четко и 30 бусин. Угу. Лучшая награда, но хоть не тухлое яйцо. Масло? Серьезно? И оно последнее? Да ну. Отпрыгивать от них? А, паркур. 42. Ну да. Тут диагональным отпрыгивать я не захочу. Какой тут был нормальный вертикальный? Этот нет. Странница. Да, наверное, вот этот. Мне пофиг вообще, что они там делают, эти знаки. Мне только главное вертикальный, нормальный, быстрый отскок. И все. Правильно ведь?
А вот это можно еще взять, чтобы дальность поудобнее было. Больше так на паркур вроде мне ничего и не надо. Правильно ведь? Зверем? А зверь что делает? Да, конечно, зверем, конечно. Да, зверем. Так вот это халявное масло. Танец тоже хороший. Ну, мне, наверное, лучше всего будет он. Быстрый и вертикальный, и еще с этим амулетом более дальний. Больше ничего не надо. Ну, геймпад с моим сейчас ударом в бок вместо вниз, это будет, наверное, сейчас самая популярная проблема. Я уже вангую прям. Сейчас буду ударять вниз, он будет в бок бить, как вот сейчас было. Так будет много раз. Ну вот опять. Не вниз, а в бок. Она говорит мамашка, я не могу другое услышать. И такими темпами я начну это слышать тоже. Мамашка! Теперь и я это слышу. Ну за что? Зачем? От него тоже-то можно отскакивать? Или это ложная цель? Типа? Мамашка. Но это иногда как будто не дотягивается, хотя одет амулет на дальние атаки. Там 40 надо целых. 42, да, что-то мы не близко даже. Но паркур это, да, мое самое любимое. Тут надолго, наверное. Флэшбэк грибов. Угу. И от него можно? Угу. Слово о грибах. Что о грибах? Это было близко. Где блоки? Одной не хватило, что ли?
Takanda Dendis. Как обидно, боже мой. Ну как вы еще, где вы еще такое увидите? Cresco Рука, лицо, это капец просто. Одной не хватило. У меня прям уже в голове было, что уже победа. Капец. Из-за одной все заново. Так хорошо шел, это капец. Takanda С Dendis. гарпуном можно, да. Но у меня вот гарпун как будто только наоборот. За него поиграл как будто. Горо. Ну да. Takanda То, что они все реже и реже начинают там появляться, это неприятненько. Cresco Mel. Mamashka. Было желание удалить игру нафиг. Ну, пока у меня еще нет, но паркурные испытания, это, блин, мне тогда дерева хватило этого босса паркурного. Бложки, ну за что еще вы? Я так вас любил, а вы меня тут страдания с паркуром опять заставляете. Конечно, мы опять в бок ударим. Гусенички такого не делали. Dendis. Вообще-то да, гусенички надо мной не издевались. Cresco Mel. Это плюс в их копилочку, между прочим. Mamashka. Но с другой стороны, у гусениц не было местного большого. Опять в бок. Не, этот удар в бок сейчас еще долго, наверное, будет руинить. Dendis. Cresco Mel. Обложки не заставляют, масло заставляет. Теперь, когда я знаю, что это масло, меня это заставляет. Непроизвольно, но заставляет. И все тут. Дерево какое? Локация с птицами? Не. Ты еще до него не дошла. Дерево паркур. Mamashka. Босс, прям дерево босс паркур. Если ты не любишь паркур, то этот босс тебе не понравится, как и мне. Мы, походу, до сих пор именно с ним больше всего и просидели. Больше 1,5 часов, если я не ошибаюсь. Больше, чем с жабой. Или жаба на первом месте у нас. Либо жаба, либо дерево.
А ты не должен был знать. Conda dendis. Но все равно вот факт того, что что-то там очень хорошее, вы же сами все говорили, что что-то очень хорошее. Все равно бы этот факт меня терзал. Я со знаком жнец проходил, поскольку у него чуть больше атака. Но она более медленная. и Какая тут разница, наверное. Тем более мне еще одет этот знак на дальность атаки и все равно не помогает. Prescomel. Да тут уже был почти победный трай. Мне не то чтобы сильно проблема, просто, блин, иногда моментами этот удар на геймпаде вместо вниз в бок. Ой, там было прям 42, ну одной буквально бложки не хватило. Ну как же это было обидно. Этой одной бложки сейчас опять тут просидим. Еще кучу попыток походу. Ну, сразу двоих. Это красиво. Вот когда их много, это даже удобнее, чем когда они там долго не появляются по одной. Takanda dendis. Prescomel. Я просто у тебя на плейлистах дошла до локации, где вороны. У меня на плейлистах. Ты смотришь записи? Приятно. Там огромные типа деревья паркурные. Там надо было допрыгать до самого верха, чтобы способность открыть. А, нет, это... Можешь считать это обучением паркура. Это еще не босс, но это просто такие шарики, на которых тебе лучше обучаться, привыкать ко всем вот этим паркурным штучкам, вертикальным или диагональным ударам, смотря какой ты знак там выбрал. И в будущем это пригодится. Но да, я там тоже, помню, страдал, когда только в начале игры обучался всем этим штукам. Было тоже то еще удовольствие. Да, так бы ты проходил чисто из интереса, и в конце такой подарок бы был. Ну, если бы я чисто из интереса проходил, я бы мог его просто забросить и сказать: ну его, не хочу только кучу времени тратить, этот интерес мне ничего не стоит. А вот масло это мне только очень важную цель дало, и мне пофиг теперь на время, пофиг на все остальное, масло явно того стоит. Это еще круче, чем дополнительная хпшка, это еще круче, чем все что угодно. Масло это прям, наверное, самый ценный предмет во всей игре. А прошел бы? Хороший вопрос. Если потом еще больше поставит и опять перебьет рекорды в бложках, это жесть. То... А там тоже награда будет масло? Или если там награды не будет никакой, или какая-то уже неважная, то я это делать не буду. Не буду, не. Только ради масла. Масло и только ради него. Ну и квест еще, да. Квест выполнить хочется. Я плакать буду на этих деревьях, но те, кто играет в раз, трудностей не боятся. А звучит эпично. Там на фоне местный большой летает. Я вижу. Сувенир, там сувенир. Что такое вообще тут сувенир? Я-то еще ни одного не находил, вообще только сейчас впервые услышал и увидел, что тут еще сувениры какие-то бывают. Сувенир, который ничего не стоит. Чисто коллекционка. Ну, тогда даже речи быть не может, чтобы я там еще страдал. Только ради этого. Просто респект. Понятно. Тогда забываем об этих сувенирах. Goro. Красивая штучка. Takanda dendis. 6 из них довольно весело получать. Боссы всякие и т.д. Ну, боссы это само собой. Боссов мы постараемся абсолютно всех пройти.
Если там просто как дополнительная награда будут эти сувениры, то почему бы и нет? А чисто вот еще что-то дополнительное делать, как вот тут испытания еще по 100 раз перепроходить, это уже нет. Это уже не для меня. А вот было бы там на одну бложку больше, и мы бы тут уже не страдали. Вот одной не хватило, и еще тут чуть-чуть времени тратить. Что-то я это 15 вижу уже который раз. Не преследует. Это один и тот же результат, этот 15. Что-то как будто только хуже становится. О, прочитал описание, ты на ноуте играешь? Да. Получается, собрат мой? Получается. Некоторые сувениры прикольно собирать, особенно один из них, который тебе очень понравится. Настолько же понравится, как масло. Эх. Ну, настолько же, как Белый дворец, возможно. Ну, тогда, конечно. Ну, если так, тогда ж, конечно. Но иногда, мне кажется, лучше вообще и без плаща, вот этого, без парения. И когда его активирую, я как будто только и проигрываю из-за этого постоянно. О, сразу двоих, это я люблю. Вот опять удар в бок. Флэшбэки еще с грибов, действительно, тех самых, из первой части. Игра уже другая, а проблема еще с тех времен осталась та же самая, с этим геймпадом, с этим ударом в бок. До сих пор преследует меня, уже сколько времени прошло. Понятно. Чего стоило попасть по той одной блохе? Да и не говори, блин. Уже столько бы времени себя сэкономили, уже бы с третьим тем испытанием давно возились бы. Нет, вот из-за той одной блошки, которой не хватило. Сейчас будем тут 100 лет перепроходить. Жесть, обидно. Это же надо было так. Одной буквально. Ну.
Вот и караван. Да, Артур, тот самый, о котором ты говорил. Ну, 6 это для меня. Я сейчас посмотрел, 3 за боссов, 1 по сюжету, можно сказать, 1 за паркур, 1 за журнал. 1 за вот этих блох, еще 1 за квесты у NPC. Ну, 1 за журнал и за блох это сразу минус. 1 за паркур это тот, о котором говорила Зель, что насчет Белого дворца это тоже минус. Так что вот эти мне не светят наверняка. Вот насчет сюжета и боссов, возможно. Попробуй набить шелк, чтобы при использовании навыка задерживаться в воздухе. А где я его тебе тут набью? Ты читал, что я выше про грибы писал? Ну, вроде да, но может что-то и пропустил. Это турнир? Мамашка. Я помню, Артур еще давно что-то там про турнир говорил. Теперь понятно, о каком он. Я иногда не долетаю до них из-за этого плаща. Таканда. Сколько было поражений. Кэско Прям мэн. на одни и те же грабли, как будто. Мамашка. Для меня тот, что за паркур, легче дворца показался, но тебе да, лучше его не делать. Действительно. Спасибо за фоллоу! Еще один за сегодня. Впечатляет. Целых 2 фоллоу за сегодня на Твиче. Кто? Где? Лави Смарт. Добро пожаловать. Иди правее всего этого праздника, там поднимись вверх, и там способность. Курьерский ломтик мяса для повара доставлял? Да, мы все квесты до этого сделали. Мясо там же тоже для квеста надо было, и его тоже сделали. Там просто мы путь зачистили, мобов всех поубивали. И так прошли. Не с первой попытки, конечно, но... Таканда дендис. Грибы. Вьетнамские флешбеки. Yanara. Это задание? Закат эпохи. Внезапно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? Что делать-то? Думал, прям способность тут будет, а тут мне квест дали. Тут есть гриб и небольшой путь боли. О, нет. Ходить по описанным местам.
Замечательно. Еще мне экскурсии только не хватало. Какой путь боли еще тут есть? А в смысле, что способность нужна? А, в этом смысле. Все там? Тогда идем продолжать наши страдания. Прикольно. Крискомель. Мамашка. Ай. Да, одна блоха мне будет сниться теперь. Если бы не она, сколько бы времени уже экономили. Милота, да. Таканда дендис. Мы все равно этот квест с грибом не завершим, наверное. Почему? Крискомель. Мамашка. А что за него дают хотя бы? Господи, ну сколько можно? Таканда дендис. Крискомель. Мамашка. В любом случае идти на тот самый паркур. Опять паркур. Ну, спасибо, блин, вот момент заруинил то, что блоки где-то застряли и не появлялись. Таканда дендис. Крискомель. Мамашка. Надо держаться как можно выше. Попытка 1856. Так рядом было. Блин, этот удар в бок меня бесит уже. Таканда дендис. Крискомель. Мамашка. Я думал, мы сегодня будем боссов проходить из третьего акта, а не с блоками целый стрим тут игры играть. Хотя это тоже можно назвать своего рода боссом, блин. Паркурным. Довколем. Повезло. Повезло.
Гарпун прям спас. «42, 43». Блин, было два момента, где гарпун меня прям спас в этой попытке. Есть. Желаю тебе хороший геймпад. Анимой. Да у меня уже, я вот смотрю, как будто одна кнопка начинает потихоньку западать. Или мне кажется. С этим Силксонгом, блин. Я его угроблю скоро. Ну знаешь, я только перед финалом третьего босса. Финалом третьего босса. Перед финальным боссом третьего акта забрал это масло. Всех остальных получилось и без него пройти. Ну знаешь, мне говорили, что и жабу там без амулета многие проходили, но я себе и время, и нервы сэкономил и прошел ее лучше с амулетом, так что мне без разницы, что там, как там, кто там, с чем проходил, без чего. Мне мое время и нервы все дороже. И осталось последнее. Paravos. Монашка! Машка, монашка, милашка, все что угодно. Можно услышать, что они там говорят. Так, вот это, мне кажется, что самое сложное для меня будет испытание. Ну да. Ну вот. Эх, 16 всего лишь. Янага ножки. Сколько там надо? 30. Пипец. Только половина. Ну да, мне тут кажется будет сложнее всего. Даже сложнее паркура твоего. С ума сойти. Можно всю игру без прокачек пройти. Ага. А я не знал про амулет, когда жаба проходила. Вроде бафает игрока, когда он сильный. Когда слабый, то есть, и режет, когда сильный. Впервые слышу о таком. Это теории какие-то или... Есть подтверждения какие-то? Прыгать не обязательно? Ладно, попробуем не прыгать тогда. Монашка! Если это только мне проблемы дает, то можно попробовать не прыгать, если получится. Опять удар бок. Благо тут не сразу поражение, а 3 попытки дают. Вот на этом спасибо.
Так смешно упал. Янага Мошке. Поза арену вылетел. Мамашка. Что-то на уровне автолевелинга. Мне кажется, со зверем лучше проходится. Да, какая разница? Или есть разница? Вот тут я даже не понимаю, что тут знаки вообще могут поменять. Там-то хотя бы диагональный или вертикальный удар. Дальний, ближний, медленный, быстрый. А тут что вообще должно поменять знак? Ну, да что это было? Ну, как-то смешно даже. Янага Мошке. Слово про 3 попытки. Нужно навестить то казино в костяке. Окей. Разница есть, дальность и скорость атаки. Давайте попробуем. Мне тут страниться уже не надо. Со зверем. Так, ну я хочу надеть вот этот, он мне пригодится, думаю. И все вроде. Знак шамана есть? У меня все знаки, да. Мы сегодня последний забрали. Как раз шамана, по-моему. И достижение за это получили. Харавост. Но мне кажется, тут разницы особо и нет в этом испытании конкретно. Ну, сейчас посмотрим. Плохое начало. Понятно, давайте заново. Че, я отвлекся? Янага Мошке. Ну, что-то мне не нравится. Еще и анимация поменялась, она мне как-то еще и на глаз как-то выглядит по-другому, поэтому еще... как бы объяснить? Я отвлекаюсь на эту новую анимацию, мне кажется, что что-то не так, и поэтому еще это какой-то свой момент отвлечения добавляет. Харавост. Мамашка. Мамашка. Ой, блин, я не тот взял, извините, можно заново. Этот вообще короткий. Янага Мошке. Да-да-да-да-да-да. Страница, какая страница? Ладно, возьму обратно свою охотницу. Коготь тут уже одет. Или он и был тут. Харавост. Вот этот как раз знак как раз тут очень не подходит, потому что очень короткий удар. С вот этим разница как раз была бы, что он тут наоборот плохой.
Ну, конечно, удары в бок. Бедность, досадность. Янага Так, хорошо Мошке. вроде начал, и Паровоз. сразу столько ошибок подряд. Малашка. Не работают амулеты. Даже вот этот, который удлиняет атаку вроде. Мне там остальные амулеты и не надо вроде. Даже этот не работает. Ну тогда и ладно. Оплошность, да. Опять. Можно хорошо начать, а потом одна блоха останется и все начало будет не таким уж некрасивым. Ну, конечно, мы... Вот как я должен был ее отбить, если она прям за край арены летела? Вот это я не понимаю. Это рандом максимально не в мою сторону. Ну вот опять. Когда они так отлетают друг от друга, проблематично. Янага Мошке. По-моему, это был типа рекорд у нас пока что. 23. Да, было довольно-таки уже близко. 8 не хватило всего лишь. Это из-за удара в бок. Паровоз. Тот самый удар в бок. Малашка. Учитывая, что ты можешь менять им направление, то рандома нет. Но я не контролирую в моменте. Осталось 8. Блин. Опасно. Ой. Ну сразу на 4 там отвлечься, это было под конец уже опасненько. Ну, вот был бы один дополнительный вот этот шанс, если бы там на втором не опростоволосился, то может быть сейчас вот и победили. Когда знаешь, что у тебя еще есть дополнительная вот эта попытка, то и спокойнее как-то. Когда, блин, последняя осталась, то жесть, напряжение нарастает. Лучше вверх бей, так я бью. Ну, победный.
Ну, блин, ну... Ну, хотя бы прогресс есть. Paravos. Мы уже почти. Malashka. Повезло. Думал, опять за арену улетит. Нет, только не за арену. Блин, 4 это опасно. Это победа! Это мое масло, масло мое. О, господи. А тебя как я должен убивать? Kavak Katsa. Не ожидал тут еще и большого увидеть. Punta. Osh. Давайте мое масло. Paravos. Мы собрались здесь, дабы почтить абсолютную чемпионку последнего из тех наших празднеств. А теперь, сударыня Хорнет, ударьте великое чучело, что есть силы. О, пиньята. Бусины. Много бусин. Я думал, будет одно масло, а тут еще и бусин много будет. Ой, какие вы щедрые. Ой, как я вас люблю. Еще и осколки. Еще и большой там пролетел мимо. Аплодисмент. Великая награда. Punta. Osh. На этом великая церемония подходит к концу. Сколько мы на нее потратили, кто-нибудь засекал? Мне кажется, больше часа мы с этими испытаниями возились. Стрим уже ровно 3 часа идет. На этом великая церемония подходит к концу, знаменуя кульминацию нашего праздника и чередование абсолютной чемпионки. Чавствования абсолютной чемпионки. Благодарим вас за то, что провели свои последние мгновения здесь с нами, сударыня Хорнет. Barishkava. Хотя мир вскоре обратится в прах, а наш рай исчезнет, воспоминания о дружбе, что нас связывало, несомненно, вечно будет отзываться эхом в пустоте, что воцарится здесь. Да, Фенестра. Блаженный предводитель, ваша чувственность весьма трогательна, но этот мир не погибнет. Paravos. То очень великодушно с вашей стороны дарить нам слова надежды, но мы уже приняли свою судьбу. Идемте же, предадим забвению минувшие и предадимся напоследок веселью вместе. Regina Fora. Я предлагаю вам не просто слабую надежду, сударь, а твердое обещание. У страданий этого королевства есть одна единственная причина. И я покончу с ней собственными когтями. Возможно, не все блохи переживут грядущие испытания, но мир устоит, а ваши караваны вновь будут странствовать по разным землям. Punta. Что? Вы говорите с такой непоколебимой уверенностью, но я не могу позволить себе такой надежды. Уж простите. Что бы ни случилось, мы, блохи, останемся здесь до самого конца. И игры, разумеется, продолжатся.
Празднуйте с нами столько, сколько пожелаете, дорогая подруга. Нет уж, больше не хочу. Haravos. Нет. Ushka Mitri. Все тогда. Но масло, насколько я помню, в Звонвилле уже не отнести. Там этого... Кузнеца этого... Не кузнеца... а как он? Булавник. Булавника там уже нет, он куда-то отправился. Синема. Да, абсолютная синема. Примерно час. Час 13 минут. Во. Там у нас час на бездну ушел. Вот час с чем-то на вот это ушло. Еще мы там чуть-чуть побегали. Вот вам и 3 часа. Столько же, сколько и на бездну. Ну, наверное. Это того стоило. Да, да. Это того стоило. Еще и куча булавок. Ой, булавок. Бусин. 1100 бусин у меня. Вау. Надо это теперь на что-то потратить. Я, кажется, знаю на что. Надо к архитектору заглянуть. Купить там последнее улучшение для сумки. На урон или на вместимость, не знаю, что там. Оставить для улучшения иглы. Бусины еще. Еще таких бусин есть чуть-чуть. А еще Игорь говорил, надо сходить к этому. Как его? В казино. Да, казино в Костяке, да. Надо Плини найти. Кто это? Шли его искать. Это булавник тот? Да, надо. Он там оставил записку, что он куда-то ушел. Не помню, какую локацию он там писал. Его искать нужно слева в панцирном лесу. В панцирном лесу, хорошо. Баню покупать? Нет. У меня еще есть на что тратить, на более полезное. Баня и все остальные плюшки для нашей квартиры. Это уже в самом конце, когда мы уже вообще все полезное скупим. И останется только что-нибудь покупать. Тогда уже можно это. Но там бусины не нужны. Бусины к архитектору надо. Это я точно помню. Булавник Плини. Угу. Все понял. Гнездо коров в квартире есть. А, каров. Коров. Каров. Нет, нет. Гнездо коров. Вот это да, вот это сказано. Вот это звучит, конечно, да. Не говори ему ничего. Ничего. Ничего, ничего. Так, идемте сначала в Костяк к этому. К этому. Вот этому вот. По пути бы не потерять бусины. Но только коров нам еще в Орлуме не хватало. Ну а что? Ну а чё? Телепортируйся. Так я там на лавочку садился в Блашетопе. А, у меня же есть телепорт этот самый. Точно. Я постоянно забываю. Теперь надо привыкать. Звериный зов, вверх и треугольник. Вот, надо привыкать. Вы напоминайте, а то я еще не привык к новым штучкам. Привет, Артём. Так, нам не в костяную низину, а в костяк, походу.
Где это казино было? Где-то внизу, по-моему. В правой части. Там, где лавочка правая. Ладно, идем куда-то туда. Что сегодня будем делать? Мы сегодня уже много чего сделали. Уже 3 часа стрима даже прошло. Бездну прошли. Испытания все в Блашетопии вот с блохами только что прошли. Еще там чуть-чуть побегали. По мелочи. Сейчас вот опять будем бегать по мелочи. Там забрать, тут улучшить, тут сделать. Какое казино? Сейчас увидишь. Вот это казино, которое тут было раньше. Ткани материалы, из которых можно изготовить дополнительные карманы. Это то, что нам надо. А казино уже нет. Вот и слава богу. Это мы одобряем. Все, вместимость сумки на максимум. Теперь идем к архитектору за последним уроном инструментов еще. Чтобы и оно было на максимум. А потом пойдем к Плинни. Искать Плинни. Уже 81%, между прочим. И булавку нужно кидать в жука. Мгм. Так, а к архитектору можно вот со стороны лифта подойти? Или там был тупик? Если нет, по-моему, мне кажется, что там был тупик. Если нет, тогда надо будет опять из звонкого узла как-то там паркуром спускаться вниз. С лифта можно. Окей. Он хочет выйти все время. Да, уже привычка. И все тут. Так, а где тут кактус? Вот поэтому я и говорю, что я помню, что тут тупик был. Ты его вообще не включал? Кого? Когда нельзя. Вот и я так думал. Что я не включал? Мост? Наверное. Что его можно было включить где-то как-то. Тогда в обход опять. И мы вернемся туда тоже, кстати. Да. В этот колыбель. Все сделаем. Все успеем.
А что это за квест, кстати? Вот этот, темные сердца. Что ж эти тела пустоты в разных местах Фарлума? Что такое тела пустоты? Я думал, буду пока заниматься всякими штуками, параллельно где-то на них наткнусь и на фоне сделаю этот квест. Но вот нигде на них вроде не натыкался, по-моему. Или просто я их не убил ни разу. Просто бегай и найдешь. Ну вот я так и планировал. Вот этот квест непонятно, что это. Ладно, это все на потом. Э! А, я хотел говорить, куда он делся. Тебе с собой изысканный артефакт, Джу красный. Этот сломанный инструмент создан ткачами? Hasfain? Полагаю, что да, мастер. Реликвии из древней мастерской, затерянной в смрадных пещерах за стенами этой цитадели. Судя по уцелевшим частям, в этом оружии использовались их нить. Будь у меня в запасе все время мира, я бы обязательно попробовал его починить. Творения архитектора во многом опираются на искусство перерожденных. Они задали высочайший стандарт для инструментов и талантов Вечного Фарлума. Если ты желаешь, требуешь, я могу воссоздать этот инструмент, хотя мои собственные мысли программы могут породить неожиданный результат. Нет, я первым делом вот это хочу купить. А что, за это достижение не дадут? За максимально улучшенный набор и сумку. Только проценты, походу. Хочешь, скажу, как мост включить? Ну, можешь, но мне кажется, он уже может и не пригодится мне даже. Или пригодится. Кстати, когда мы пойдем к булавнику, там на улучшение булавки, вы говорили, уже не надо бусины или надо? Ну, тогда купи у него все, ну, если хватит. Потому что если на улучшение иглы еще нужны были бусины, то надо бы оставить и на них. Hadastama. Мастер, я прикоснулась к мудрости святилища, что высится над нами. Ваши знания и техники, рожденные механическими сердцами, уникальны. Их освоение потребует от меня определенных усилий. Ну, красный, ты первая органическая форма, что смогла соединить наши воспоминания. Такое поведение моя серия сочла бы невероятным невозможным. И все же твой обширный арсенал действительно указывал на глубокую связь с механическим искусством, достаточную, чтобы предоставить доступ к нашему мыслехранилищу. Hasfin? Ваш талант поразительный, мастер. Я благодарна вам за столь глубокий взгляд. Что еще скажет, может? Нет. А, мне хватит все равно все скупить. Ну, тем более тогда. Надо много бусин, 800 или 600. Ну и ладно. Моя служба тебе, Жук Красный, завершая ее, я должен сказать, признаться, я давно фиксирую, что мои роторы замедляют свой бег. Мои конечности поднимаются с трудом. Я ощущаю приближение конца, внезапного, неизбежного, долгожданного. Cadestre. Даже если вы ощущаете угасание, мастер, оно никак не отразилось на ваших талантах. Вы создали инструменты безупречного качества. Что произойдет после вашего ухода? Займет ли кто-нибудь ваше место? Это невозможно. Умение создавать архитекторов утрачено с течением времени. Я последний завершающий. Механизм продолжит поддерживать песню, но больше не будет архитекторов, чтобы трудиться, работать или строить заново. Странно, во имя Вечного Фарлума, говорит программа Клетка, но как может вечность существовать без служения архитектора? Это похоже на ошибку. Конец. Ошибка. Желание. Желанное. Все тогда. Панцирный корсет.
скользнуть вниз плюс R2. Интересно. Еще 4 желтых амулета. 5 синих. Взмах плащом раскручивает лезвие, которое наносит урон врагам вокруг. Интересно. И один красный. И одна способность. Неплохо. 46 из 57. Итого. $860 на иглу вроде. Ну, у меня 300, 400, 560 у меня, значит, придется фармить. Но зато я у этого все скупил, и мне сюда больше не надо возвращаться. Кстати, раз у меня уже все знаки, можно медальоны тоже все потратить, правильно? Интересно, мне на все хватит? Тут раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Не, значит, я еще один где-то не нашел, чтобы на все хватило. Да не это. Сейчас зверь в последнюю очередь, наверное. Там подарок небольшой будет. Зайди к нему потом еще один раз, финальный. Блин, значит, придется открывать этот мост. Тогда говори, как его открывать. Чтобы опять этот обход долбанный не делать. У меня сумка на 2 числа разделилась, получается. Сумка, блин. Сумма. Ну... Либо я бы у него что-то не покупал, либо просто фармить сейчас нам придется. Да, одного медальончика не хватает, чтобы все было открыто. Кстати, вот это лучше тогда надену, а то у меня с осколками проблема. Теперь этот амулет становится уже актуальным. Чем этот. Насчет синего я хотел поменять. Обратно вот этот. И вот этот можно будет тоже протестировать как-нибудь. А есть знак ведьмы, мне интересно. Все знаки есть. Мы открыли все знаки. За это даже достижение получили. Охотница, жнец, странница, зверь, ведьма, архитектор, шаманка. Все есть. Левее есть проход вправо. Левее от лифта. Или тут, где я. Еще нужно к Еве сходить. Много куда нужно сходить. Много куда. И в колыбели, к Еве, и к этому булавнику, и к боссам. У нас в третьем акте много еще чем можно заняться. Привет, Смакодав! Привет. Сейчас влево иди. Там подай низ и правее. Вот так бы сразу.
Кажется, вижу. Ау. А вот как туда попасть? Еще ниже отсюда, наверное. Или нет? Не. Вниз эту... ту штуку, где поток... А, я пробежал. Ой, ладно, я вот так сделаю. Сейчас меня тут еще убьют. Вот сюда. А я что, тут не был? Интересно. Ладно. Это пригодится на потом, как ты говоришь. Еще раз к нему, значит, зайдем. Так, теперь куда? Давайте в колыбель сейчас. Раз мы у лифта все равно. Теперь проход есть. А тут прохода нет, как я и боялся. Да что, из главного механизма теперь подниматься туда? Эх. Новые мобы. Две до упора. Ладно, неважно. Эх, придавило. На ком мне теперь фармить? Я перепутал с другой станцией. О! На тебе буду фармить. Ай. Ой. Что-то я не туда побежал. Очень сильно я не туда побежал, по-моему. Или сюда и надо. Тут выше поднимись, и тут левей. А чё тут? Понятно. Может, пока не надо? То как бы 180 бусин. Один вроде. Но зато он улучшен. Нет, он не один. Ау.
Чуть не убился сам об него опять. Повезло. На одном хп. Ну ладно, и чё он тут охранял? Так, я отходил, что делаем? Ходим-бродим. По мелочам собираем. Рунная арфа, вот, например. Это бусины, это пригодится. Это придется меньше фармить. Тут все. Где-то карта обновилась. Где? Вроде ничего нового я не открывал. Так, где-то тут наверх проход, что ли? Да ё-моё. Что там надо нажимать, блин, было? Низ L2. Ну я нажимаю низ L2. Нет? Но по карте же вроде тут. Правее немножко. Еще правее. Тут что ли? Блин. О! Еще правее. Наконец-то. На потолке ничего не поймешь. Да, в колыбель идем. Обратно. Надеюсь, по-быстрому. Да как? Правильно делаю вообще? Или опять вот так как-то надо? О, получилось. Да, конечно. Добрались почти. Тут куда? А вот куда.
Мы не ищем легких путей. No, no, no. Это наш девиз. Так, Лейс. Лейс 3.0 не будет? Не будет. Так. Только бы меня ничего не убило, а то опять отсюда, от ближайшей лавочки идти 100 лет. По пути там ничего нового не должно, по идее, валяться. Так, вот тут я уже не был. Судя по карте... Ой. А нет, был. Просто на карте почему-то не отображалось. Это место. Это тот самый подъем. Монархини. Получить. Это та рука, которую Лейс отрубила. Бледные коготки. Нажмите R1. Включение из нити смертоносных когтей. Способность. Это самое последнее, которое нам не хватало как раз. Да, достижение сплетения. За последнюю. 6-я. Ну, попробуем. То это уже надоело, если честно. Все остальные я толком не пользовался. Может, это будет хорошее. Тем более вы говорите, что хорошее. Все. Колыбели все. Можем идти фармить и искать булавника. Тут тоже навык можно. В смысле? Я что-то пропустил? Вверх? А, вверх. Так, наверное, налево. Направо, то есть. Уже сам путаю. Во. Что у нас тут? Опять паркур. Тут тот паркур. Тот это для той ненужной фигни. А мне обязательно сюда идти? А то сейчас бусины потеряем. От ближайшей лавочки сюда идти 100 лет. Я вам этого не прощу.
Обожаю этих мобов. Vryn! А, шелкоеды есть. Я об этой фигне как и не пользовался, так и не помню они никогда. Как будто их и не существует. Привет, Артём. Привет, уже третий Артём у нас на стриме. Вот это поворот. Блин. Нет, тут как-то... Как-то вот так надо. Ну, конечно, конечно, конечно. Блин, ну сколько можно на конце обламываться каждый раз. О, за вот это спасибо. Уже не так страшно будет, если что, вдруг. Капец, я вообще за край карты куда-то ушел или что? Я даже не отображаюсь. Это от меня пришел? В смысле, от тебя? Друг твой, что ли? От Азели пришел? Добро пожаловать в любом случае тогда. О, это уже другая локация, что ли, карты тут нет. Капец, реально прям на самый верх. За край карты сейчас вообще улетим. Друг. Понял, принял. А чё только сейчас? Чё не раньше? Аудитории тебе привожу новые. А чё только сейчас? Уже столько времени знакомы. Но все равно спасибо. Не в ту сторону. Еще да, еще мне вот этих фиговин тут не хватало. Ну это да, это прям Белый дворец на минималках. Действительно какой-то начинается. Только не такой красивый. Алин! Ну что ж такое? Я-то попытаюсь чуть-чуть, но мне кажется, я его заброшу, как и тот самый Белый дворец, и забуду навсегда. Скорее всего. Вообще было обидно. Понятно. Даже на чат отвлечься не дают.
Сразу убили черви. В конце шорткат будет, так что можешь хоть сейчас проходить. Направо. Исключительно Артемов. Вот это совпадение, что и Артем, и друг у тебя тоже Артем. Это же надо. У меня такого, по-моему, не бывало. Я тут советую знак поменять и инструменты взять для паркура. Что есть знаки и инструменты для паркура? Какие инструменты вообще тут для паркура можно считать? Я раньше не задумывался. Сначала гарпун, потом прыжок. Угу. Я даже не знаю, что это за игра. А Зель, ты что, его не просветил? Все произведения искусства? Как так-то? Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, Миша. И вам здравствуйте. Челодой маловек, молодой чебурек. Чебурной человек. Лучше жнец или подобный? Понятно, значит, там тоже надо будет вертикальные штуки творить. Ну, жнец не хочу. Какой там еще был вертикальный? Ведьма, что ли? Вроде да. Или нет? Или зверь? Нет, это точно нет. Страница это короткий. Ну да. Архитектор точно не тоже. А шаманка? А, ну этот вообще. Ну, значит, ведьма, походу. Страница был. Ну не, страница он короткий. Хотя тут без разницы, короткий, нет. Даже там на испытаниях было важно, короткий, не короткий. Тут на паркуре. Мне в жизни везет на Артема почему-то. Бывает. Инструмент для восстановления шелка как минимум. Инструмент или амулет? Вот этот, скорость восстановления шелка. Или прям инструмент какой-то тут есть на шелк. Еще не знаю, есть у тебя такое или нет, но есть, чтобы держаться за стену, по-моему, нет такого. Я не помню. Я советовал ему и Hollow Knight, и Ultra Kill в том числе. А он все нет да нет, да? Да про Hollow Knight что-то не помню, а вот Ultra Kill скачал уже. Все с вами понятно. Только не открывал еще. Весь мир на Ultra Kill подсажу. У меня нет. Я все инструментами называю. Угу. Так, значит, страница. Качесвет. Длинный коготь. Маску верни. Маска тоже пусть будет. Компас. Вот эта фиговина пусть остается. Может, вот этот?
тверже стоит на месте. Я думаю, он все равно пригодится, потому что там я видел были мобы, которые ползучие, эти они могут меня толкать как раз таки тоже, так что пусть будет. Все равно тут из желтого ничего особо полезного больше нет. Так, вот это возьму. А тут мух, наверное. Или синюю штуку. Чудо Фарлума, так называемый. Может пригодиться, когда хпшек будет не хватать чуть-чуть. Все, мы готовы к паркуру. Это лишь вопрос времени. Ну, не знаю, не знаю. Не такое расстояние. Недолет. Блин, как хорошо шли, и как там еще долго, походу, надо идти. Каждый раз заново. За что мне этот дворец 2.0? Ага. Нельзя продохнуть ни секунду. Хочу на чат отвлечься, не дают. Это специально тут таких червяков поставили, чтобы человек... Чтобы игрок тоже не мог передохнуть ни секунды. А шел только вперед. Как ты зацепляешься каждый раз. Так, спокойно. Что это за игра? Ну какая суть тут? Это пусть тебе в чате объяснят. Это очень долго, и я тут сейчас немножко занят. Главное, запомни, на этом паркуре сначала гарпун, потом прыжок. Это я запомню. А зачем ты сюда пришел? А почему нет? Если прям я выгорю, тогда я пойду в другое место. Я хотя бы... Да ё-моё. Хотя бы попытаюсь. Парочку раз. Сначала гарпун, потом прыжок. Ну. Что я творю? У меня привычка уже какая-то тоже. Ничего тут не поделаешь. Над головой каждый раз зацепляется. Дайте угадаю, это я еще даже меньше половины прошел, или это вообще самое начало, а там еще ого-го сколько всего, и вообще самая жесть только впереди. А в конце какая-то фигня, мелочь, как всегда.
Или прям выгорит, что попробуем скип открыть. А может сразу попробуем скип? Я сэкономлю себе нервы, время. Ты почти 1/3 прошу. Почти. Конечно, гениально. И дайте угадаю, там дальше не будет ни лавочек, ни каких-то контрольных точек. И каждый раз вот все заново, заново и заново. Это прям дворец 2.0. Оптимальный. Скажите хоть что там в конце меня ждет. Сувенир этот самый ненужный. Если да, то мы пойдем искать лучше булавника и полезными вещами займемся, нежели этим паркуром долбаным. Попробую ткачи свет взять. Я взял. Но в конце-то реально ничего не ждет, кроме сувенир. Игорь, зачем мы сюда пришли тогда? Как дела? Было хорошо, но сейчас вот что-то намечается немножко... Что-то намечается, скажем так. Кто видел, когда я проходил Белый дворец, бледный этот дворец, долбанный этот дворец с первой части, то помнит, что у меня там настроение вообще пропало, и не хотелось бы, чтобы сегодня это повторилось. Так что я бы предпочитал заняться чем-то другим. Как вам такая идея? Зачем вы видеть, как я бомблю, и потом стрим просто выключится? Оно вам надо? То мы сегодня ничего особо полезного не сделали. Что-то, конечно, сделали, но могло бы быть и получше. А то мы там застряли, тут застряли. Сейчас еще тут застрять вообще не хочу. Как же ему нравится Белый дворец. Вы уже должны были привыкнуть. Возле скамейки нужно ярость рун использовать. Так, во-первых, шелкоед сюда. Бусины мои сюда. Во-вторых, телепорт. В-третьих, лавочка та, которая вон та, или которая вот эта. Не, это точно нет, тут потолки шипы. Та, которая возле лифта? Тут? Тут нужно? Ладно. Ярость рун. Проход потолки. Ярость рун — это вот это удар потолок, верно ведь? Забавно, если это работает еще. Мне кажется, тоже это понерфили. Тех времен еще патчи понавыходили вообще-то. Цель на рандоме попасть просто прям вот тут, прям в эти шипы. Это правее от лавочки или левее, или прям над ней? Да, тут попробуй еще где-то найти эту точку. Стой, стою. Ярость рун — это там, где 6 способностей в инструментах. Ярость рун. Что есть ярость рун, блин? А вот это, что ли? О. Спасибо, а то я думаю, что такое ярость рун? Я ею, по-моему, ни разу и не пользовался. Использование R1.
А что должно произойти? Что должно произойти? Не, ну если получится, то ладно, а если нет, тогда я не буду страдать, я не буду этот паркур делать только ради сувенира этого. Это уже я по-любому. Я вот попробовал пару попыток. Вы сказали, что это я там даже 1/3 не прошел почти. Что там дальше впереди меня ждет, я даже не хочу пробовать. Это 100%. Я гарантирую, что это можно ждать только, что я забомблю, и только настроение и кучу времени потеряем этим паркуром долбаным. Не хочу. Я вообще не знаю, что вы делаете. Мы фигней страдаем. Кто-нибудь знает, сколько раз нужно попасть? Я вообще не понимаю тоже, что это должно дать, собственно. Что должно произойти. А это типа на рандоме вот эти вот шарики появляются, и что-то где-то там сверху должны они ударить, и что-то должно поломаться и открыться, что ли? Но на рандоме шарики сейчас будут как-то плохо появляться, по-моему. Не то я нажал. Ну, вроде что-то там ломается, но... Не знаю, может понерфили, может... Просто пытаемся пока. Мне кажется, что оно не работает уже. А что, тут эти иголки должны были отвалиться и прям проход открыться или что? Блин, еще этот рандом, конечно. Абуз в прямом эфире. Но что-то нет. Вот прям только что было хорошо по рандому, но ничего не произошло. Это вместе просто шорткат. Это был отвратительный рандом. Забей, короче. Но придется, походу. Тогда пойдем искать булавника. Ладно. Все, хватит. Идем отсюда. Забрали, главное, способность вот эту крутую, как вы сказали. Бледные коготки. Все на этом. Пошли к булавнику. Так, там вверх или вниз? Это телепорт, блин. Вверх. Или он тут не работает? Что-то не хочет.
Окей. Кто, интересно, додумался до такого? Мне тоже интересно. И можете сказать, ладно, что там за сувенир такой в конце? И только один он там? Или что-то еще может? Что он дает хотя бы, какой он? Малыши боятся этих мест. Продумано. Ира и Иринки. Да-да-да. Я еще думал, как бы нам их назвать. Сувенир с поверхности. Ну еще финал квеста гриба. А что за финал квеста гриба? Тоже сувенир. Так, где булавник нам искать? Можно, конечно, опять в Звонвиль съехать и глянуть, что он там написал. Вроде он там писал, какая локация, но я не помню уже, сейчас гляну. А нам же еще нафармить сначала надо было эти бусины. Могилам, что покоятся в великом лесу, дабы отдать дань уважения. В панцирном лесу? Кто-то вроде говорил что-то насчет панцирного леса. Кат-сцена в конце игры? Вау. Что тут способность можно использовать? Где тут? Ты скоро заканчиваешь? Нет. Хоть уже 4 часа прошло, но мы сегодня так мало всяких полезных штук сделали. Мы буквально кучу времени потратили на всякую рутину не очень полезную. То в бездне там чуть-чуть побродили, то на испытаниях много времени потратили, то сейчас еще с паркуром тоже время потратили. Боссов почти сегодня не было или вообще не было. Хоть и 4 часа, но как-то продуктивности сегодня маловато. Больше лесов и нет особо. Ну да. Кто-нибудь. А когда-нибудь я не на работе или не в делах буду. Привет, Оливка. Когда-нибудь, да. Когда-нибудь я тебя дождусь. Он тут медальон забрал уже. В Звонвиле, да. В Звонвиле я там уже способность сделал наверх. Тогда идем пофармим бусины. А, пофармим, у меня же сокровище одно есть. Надо отдать. Си-си, Шарву. 210. Или вы, может, знаете, где еще вот эти два сокровища можно найти. И тогда мне не придется фармить. Нам так и так надо было за ними сходить. Но если они мне еще недоступны, там или за боссами скрываются, то тогда ладно. Я потерялся в печеньках и не увидел, что уже забрали. Печенек очень много. Настолько много, что все люди теряются. У меня и половина реликвий не собрана. А у нас всего 2 осталось. Попробуй правее Звонвиля пройти. Еще, неси мне еще больше реликвий. Здрасте. Kadastama.
Шакра, вижу, вы дали отпор этим жукам с черными нитями. Они опасны противники даже для опытного воина. Я упиваюсь подобной опасностью, да и иного выбора у меня сейчас нет. Эти существа осаждают город. Они неумолимые и пропитываются силой извне. Magina Fora. Это пустота, она проникла в этот мир и его оболочки. Я хорошо знакома с ее силой и ее природой. Почуяв где-то живую душу, она жадно ее преследует. Твои слова верны. Среди колоколов собралось немало жуков. Нигде более не найти защиты от этой растущей черной угрозы. Им изрядно повезло, что я решил остаться и могу теперь защитить их своими кольцами. Timurian. Шакра, я собираюсь покончить с этой новой напастью, вина за которую лежит в изрядной степени и на мне. Но в одиночестве мне с ней не справиться. Постарайтесь продержаться, пока я не доведу дело до конца. Этому городу и жукам в нем нужен защитник. И я не вижу никого более достойного. Что ж, дитя, носящее иглу, хорошо. Да будут наши обещания нерушимы. Если ты стремишься покончить с этой отравой, я буду сражаться с еще большей верой в победу. Да. Старайся поскорее умиротворить нашу стенащую землю, о дитя. Да-да-да. Метки. И метки тоже, кстати, когда-нибудь надо будет купить. А что правее Звонвиля? Открой карту мрачной топи. У меня у дома по дороге, или как он называется? Вот. Короче, давай. Кстати, Артем, который друг Артема. Надеюсь, ты еще с нами. Расскажи хотя бы что-нибудь о себе там, что в целом еще, может, играешь, кроме Ультракилла и Hollow Knight, раз он тебе пока не знаком. Что вообще другое, может, интересует тебя? Планируешь ли оставаться у нас надолго? Или он уже нас покинул? Короче, одна реликвия есть в белых покоях. Странно, я вроде там все пропылесосил. Это точно те реликвии, которые я пропустил? 10 зрителей, 10 лайков. Вот это совпадение. Вот это красивое число. Уже 7. Ой. А, способность нужна была? Ну тогда другое дело. Так, надеюсь, тут больше ничего. Ну хотя бы поговорили с ней. Видимо, не с нами. Эх. Так, покои. А где конкретно в покоях? Мне идти слева или справа? Что опять происходит? Это второй раз мы ее встречаем в бою.
Перед комнатой большой способность. Оу. Да, эта способность мне нравится. Ау. Ай, ну конечно. Первую часть. Левую вот эту, значит. Справа от лифта. На Т-образном перекрестке сверху. Справа от лифта. Хорошо. Подожди, справа. Ладно. Справа он там чуть выше. Ладно, сейчас в обход сделаем. Уже не важно. Опять эта стрёмная локация. Зачем я, наверное, сюда пошел? Было бы быстрее другим вариантом, походу. Ну да. Там себе все усложнил, как всегда. Так, тут где-то вы говорили. Вот туда наверх. Мгм. Мгм, я тут не был. Ой, как страшно. Приказ для хора. Предпоследняя реликвия. Все тут? Еще такая мини-скрытая локация. А последнее? Не знаете где? Вообще забыл про это место. Кстати, X Зема. Привет и тебе. Ты у нас сегодня еще не был в чате, я тебя не видел. Да еще чуточку бусин. Какая по счету? Реликвия? Предпоследняя. Так, 600 бусин. Вот как раз если последнюю найдем, то хватит на улучшение. Одна осталась только. Угу.
Ну, на крайняк, конечно, вот это у меня есть, но все равно хочется, чтобы на крайний случай всегда вот что-то валялось в инвентаре из чёток этих. Вот если как раз найдем эти реликвии последние, будет как раз на улучшение. И не надо ничего не фармить, не тратить. Будет идеально. В панцирном лесу, значит, где-то сам булавник. Колыбель мы сходили, к блохам сходили. Еще квест у нас был какой-то там. Грибы, понятно, это понятно. Вот этот. Дом булавочницы в ступенях. Вот еще сюда надо будет сходить. У меня что-то по счету не сходится. Я знаю, что ты... Что вторую ты брал, остальные две тоже брал, судя по карте. Давайте гуглить, что ли, тогда. Имею в виду две, а не вторую. 下人啊！谢谢沙尔伯。 Так, сейчас еще я подключусь тогда. К поискам. Брал в дальних полях? Я не помню, где я что брал. Их уже столько. Я могу вот только показать по описаниям. Вы можете там сравнить, какой из этих у меня уже есть, а какого не хватает. По названиям они одинаковые, но вот по описаниям, вот что у них описывается. Что мне свитка не хватает 4-го или... Ну, по идее, свитка, да, 4-го. 谢谢沙菲达。 Покажи карту. Так, показываю карту сначала быстренько. Все обычные по описанию сейчас. Вот, раз, два, три. В дальних полях не взял. Хорошо, где? Тоже способность там, наверное, надо было какая-то. Или я просто прозевал где-то там, когда там бегал. В воздушном потоке. На вот этом самом большом, который ведет в мрачную топь, что ли? Над домом. Каким домом? Приютом пилигримов? Булавщица? А, кажись, понял.
Ладно. Еще заглянем, кстати, к этому торговцу. Если он тут еще есть. Нет, его тут уже нет. А на карте отображался, что еще есть. Нет? Ладно. А, уже не отображается. Хорошо. Оу. Где-то тут? Вниз и правее. Блин, зря я сюда, наверное, пошел. Надо было в обход пойти через низ, было бы намного проще. Давайте так и сделаем. Этими паркурами. По-моему, еще с этой стороны либо вообще нельзя, либо просто неудобно. Там задумалось, чтобы я справа налево шел, а не слева направо. Вот так лучше сделаю. Ох уж эти блуждания, сколько они времени всегда отымают. Так, лучше через низ и не морочить ничего. Так. К ней тоже, кстати, загляну. А ты уходила, дела уже обстояли неважно. Но теперь стало еще хуже. Весь мир дрожит и стенает, и все вокруг дело черными нитями. Случайно не твоих дел? Несвир? Правду, отчасти в этом виновата я. Но знаете, подобный исход не входил в мои намерения, и я постараюсь все уладить. Я так и знала, конечно же, это была ты. Я-то надеялась, ты принесешь нам перемены, а ты вместо этого навлекла на нас погибель. О-хо-хо. Что ж, тогда скорее берись за дело, исправляй то, что натворила. Теперь мы все страдаем из-за масштабов твоей вражды. Может, в этот раз ты найдешь более мирный путь, а? Может быть. Так, вот я тут. Над домом. Над домом. Где-то тут, над домом. Справа. Тут. Скрытая стена, может. Поступай на актерское. Опять сарказм. Еще правее. Куда там еще правее? Вниз. Вот сюда. Но это уже в другую локацию. В другое место куда-то. Где-то реликвия долбаная прячется. Да, правее. Окей.
Ну, тут как будто что-то должно было быть, но тут ничего нет. Значит, еще проверим. Yup. О! Опять он. Return. А нет, ты взял. Shin. Ну как так? Yeah. Brutala, haha. Ха-ха. Вот, я помню, он тут брал. Еще он брал трутиковые рощи. А где они еще могут быть? Блин. Такое я не люблю, ходить, бродить, просто время тратить, но ничего не поделаешь. Остаются мрачные топи, нижние цеха. Я склоняюсь к мрачной топи, что где-то тут я пропустил. Пошли в топе, пошли. Это реликвия Псиоп. Призрачная реликвия, блин. Так, продолжаем. Тут где? Правее бара. В яму нужно упасть. В яму. Так, там опять этот дерется. Brutala. Yup. Up. Brutala, haha. Все. Говорить не хочет. Зато бусин мне подформил. Оу, как неожиданно. Неожиданно и неприятно. Ау. Спасите меня, инструменты. Не спасли. Ну почти. Обидно. Сейчас не хватало еще потерять опять все свои бусины, блин, инструменты еще. Обидность. Досадность. Вообще он будет говорить, если постоять долго. Кучу инструментов потратил зря. Так, все, его уже тут нет. Шелковец, если вдруг... Да-да-да. Так, на этих пока ничего не трачу.
же больно. Как же больно. По 2 хпшки обычные мобы сносить это да. Это весело. О! Один это уже попроще. Аккуратность. Аккуратно. Рука, лицо. Ну, такими темпами мне надо будет это самое переключаться на знак этого. Как он? Архитектора, а то мне с осколками уже все пусто. А абсолютно без инструментов мне будет печальновато. Он же там из нити и осколки делает или что-то типа этого, да? Этот килл это очень кстати. Очень кстати. Очень кстати. На архитекторе тоже осколки нужны? Тогда весь мой план поломался. Последний противник. Ну, у меня так и было ощущение, что буквально вот один остается. Чуть-чуть. Постоянно не хватает. Так. Сколько наставляем на потом? Ну, я сказал на потом. Случайно задел. Спасибо, игра. Очень приятно. Да, еще валяется эта фигня. И дамажит меня, конечно.
Какие же вы жирные, ну чё ж такие вы жирные? Обычные мобы, блин, ну чё началось-то? Зря я там все пилы потратил так транжирно. Очень зря. Сейчас ни осколков, ни инструментов. Выкручивайся как хочешь. Еще осколки фармить придется, что ли, тоже. Окон, срочно. Что потеряю, бусины, не прощу. Что происходит? Способность еще в никуда улетела. Невероятно. Спасибо, мошка. Обожаю. Одно хп. Наконец-то, да, вообще не говори. На мочелка меньше попыток потратил. А и вообще они тут не в тему на пути мне встали. Век яме. Теперь больше не ради бусин фармлю, а ради осколков должен. Так, вот сюда. Так, где тут яма? Ага, вот. Тут ничего. Вот. Костяной свиток. Наконец-то мы это собрали. Последний. Сейчас будет достижение. 90? Я думал хотя бы 100, 150. Чё так мало? Да-да-да, вся коллекция. Benny Frank. Если эта коллекция так радует вас, нынешним будет признать и мой вклад в ее расширение. Да, дай мне еще бусин. Ты жаждешь благодарности, бусин. Больше бусин, дай бусин. Я разрешу тебе и дальше любоваться моей коллекцией. Зачем мне твоя коллекция? Серьезно. Жадина.
Мы говорили, 800 с чем-то надо было бусин. Я четки не хочу эти тратить, значит... Пойдем еще чуть-чуть пофармим. Че уж тут. Осколки тем более все равно надо. И это ради 90 бусин, ну серьезно. И даже достижений, по-моему, не дал. За это достижение не будет, что ли? Вообще обнаглели. Видимо, зашел туда случайно и вышел сразу же. Вот и карта прорисована, наверное. Зато ты молодец. Угу. Я доволен собой. Конечно же. Так, а где теперь фармить? Наверху там этих... Хотя вроде они там были, эти большие. 680. Запомнили. Когда у меня были лишние бусины, я всегда покупала на них осколки. Но у меня никогда нет лишних бусин. Я постоянно на что-то коплю, постоянно что-то надо купить. Так, тут у вас ничего нового? Тут квесты новые. Целых 2. Последняя аудиенция. В верхних залах, покоях. Боль, муки и невзгоды. Приходи на сцену цитадели. $680 или 860? Подождите. Если 680, тогда мне уже хватит. Ой, какие квесты хорошие. Да вы что? Этот делу как реальный получается. Зато ты молодец. Ладно, давайте тогда протестируем как раз. Не зря сюда все равно пришли. За квестом что я сделал? У тебя ничего нового. Тогда идем в этот лес. Наконец-то. Такс. И где же наш булавник? Ниже станции. О, какие люди это. Ой, а это не та фигня, которая мне подписка, кстати, нужно было. Ты что же так больно? Я, по-моему, уже встречал один раз такую, но не успел добить. Ну-ка. Тело пустоты. Да, это оно. Значит, я где-то там еще одно такое пропустил. Это второе только, которое мне встречается. О, можно поговорить. О, сестра, сколь тяжкую дань взимает с нас эта нескончаемая битва. Несомненно, когда на эти земли наконец вернется мир, мы сможем оценить он и по достоинству. That's fine.
Вы возлагаете на себя слишком тяжелое бремя, сударь. Я, безусловно, разделяю ваше стремление освободить сию землю от проклятия, но все же советую вам отдохнуть хотя бы немного. Отдохнуть нам, пока ты, моя дорогая сестра, столь доблестно сражаешься? Ох, мы не можем. Что бы подумали о нас в родной деревне, если бы мы отступили? Нет, что бы ты ни думала, в этих старых панцирях еще достаточно сил. Самия Самаса. Этих тел много по всему Форлуму. Я пока только 2 встретил. 50 плюс? Нифига себе. Как я их до сих пор не встречал так много. Я не знаю как, но я как-то запомнил, что там кладбище, и как булавник пропал, то сразу туда пошел. Странно. Что делаете тут, а? К булавнику идем улучшать последний раз нашу иглу. Смотри, какие настырные. Еще не все. Не вижу за трупами эту игру. Этими растениями. Ох, хорошо это было. Ой, как я долго к тебе шел. Да хватит уже аплодисментов. Ну и ну ты спасла бедного Плиния от такого ужаса. И так радостно увидеть наконец, как эта изящная игла танцует и поет. Peter nodded. Странствовать по этим тропам булавник смертельно опасно, тем более сейчас, когда проклятие черных нитей терзает эти земли. Безопаснее всего тебе будет в Звонвилле. Там вы с соседями сможете защищать друг друга и, возможно, со временем восстановить былое. Конечно, конечно. Плине не хотелось покидать своих дорогих соседей, но когда мир стал рушиться, он обязательно должен был пройти проститься со своей милой Мелатоллой. Но мне, безусловно, следует вернуться обратно. Сейчас нашему городу искусные лапы булавника нужнее, чем когда-либо. Ах, как романтично было бы умереть от лап пропащих пилигримов прямо у ее могилы и навсегда остаться с ней рядом. То есть я тебе помешал. Не обращая больше внимания на пир, что рушится вокруг. Но судьба распорядилась иначе. Возможно, скромному булавнику и правда стоит позаниматься своим ремеслом еще немного. Надо полагать, в эти непростые времена работы у него будет хоть отбавляй. Tymurian. Будь начеку по дороге домой, булавник. Если тебе встретятся другие жуки, советую избегать их, насколько это возможно. Fadastama. И мы умрем. Или нет. Один удар, ну почти. Плюс 500 бусин к цене. Ну вообще.
Еще квест. Зов героя. Капец, у нас квестов насобиралось. На следующем стриме будет чем заняться. Какой-то жук угодил в беду. Неужто никто не спасет беднягу? Капец, 4 квеста на помощь. Это еще не все. Прекрасно. Больше контента. Magina Fora. How much? Сколько? Вопрос очень важный. Отрадно видеть, что ты вернулся, булавник. Дороги, ведущие в чащу леса, к той могиле кишат свирепыми врагами. Я тревожилась за твою участь. О, храбрая воительница, моя героиня. Путь домой и прям был жуток. Но я вернулся в целости и сохранности. Какое счастье, что и ты здесь, ибо мир и впрямь погрузился во мрак. И яснее ясного, чем такое время должен заниматься булавник. Полировать, заострять и оттачивать, дабы сияние твоего клинка могло пронзить подступающую мглу. Сколько? Мне вновь требуется твое мастерство, булавник. Я принесла еще немного драгоценного масла. Ты даже не представляешь, что мне стоило его добывать. Но если честно, еще вопрос, что было более заморочно, более проблемно доставать? То масло, которое надо было мясо там доставлять, и вон то, вон те все прелести добывать, вкусности вон те, со всех локаций, с боссов и прочее, прочее. Или вот такие испытания с блохами. Это еще хороший вопрос. Что было более душно? Мне кажется, что даже первое. Страдать в играх с блохами. Да, от блох я такого не ожидал. Вообще не ожидал. Столько масла, я уже даже не удивляюсь. Пожалуй, пришло время завершить работу над твоим клинком. Придать ему блеск, ярче которого еще не было на свете. Ну что ж, думаю, не стоит откладывать. Хочешь, чтобы я приступил к странице? Сколько? 680. Да, все-таки... Мне бы хватило даже без той последней реликвии. Но кто ж знал? Вкусности Фарлума. Да, именно так квест и назывался. О-ля-ля. Бон вояж. Этот клинок, коготь ты мой. Он готов. Булавник даже представить себе не мог, что такая острота возможна. Клинок бледен и кристально чист. Бонва, незнакомка, ты исполнила мое желание и сделала для меня даже больше. Твой клинок теперь не уступает работам лучших булавников прошлого. Хоть Фарлуму сейчас и очень нелегко, но в его болезненном полумраке твоя игла будет сиять ярким светом. Игла из бледной стали. Божественно. Ну, объедение же, ну конечно. Ну, вкусности просто долго добывать на протяжении 2 актов. Ну, это тоже отчасти душность была. Маринованная навозная личинка. Да-да-да, та самая легендарная. Странное меню столовой школы Шелк. Итак, чем бы заняться теперь? Квесты все-таки мы оставим на следующий стрим. Их там целая гора у нас будет. Я тут вспомнил, что я где-то видел или слышал, что в червоточинах можно опять пойти к тому алхимику, и там что-то тоже нас ждет интересное, связанное с ним. Или не только с ним. Можно, например, этим заняться или чем-то еще. Таким небольшим. Потому что уже скоро, наверное, надо закругляться. Уже почти 5 часов стрим идет. Ну, ровно даже. Без 1 минуты. Я говорил про Еву.
Да, я говорил, кто это. Это в чате сказали или ну? Что сказали? А, Ева в ткачедоме Атла. Все, вспомнил. Что она опять нам что-то может улучшить. Было бы неплохо. А, про червоточины. По-моему, нет. По-моему, я вне стрима где-то об этом прочитал или услышал, или увидел. Это в костяную низину. Ну, тоже говорит про них. Ну, нет. Не ну. Ну да, туда тоже нужно. Ну, у нас вот еще чуть-чуть времени есть на какие-то мелочи. Быстренько сходить. Боссов мы уже оставляем на следующий раз. И квесты тоже на следующий раз. Потому что это надолго. Блин, не надо было мне в самый низ прыгать. Черт. Что нам надо было, вы говорили, последнюю маску собрать, которая только в третьем акте. Вот, и надо будет ее тоже собирать. Ой, здравствуй. Извините, я пройду дальше. У тебя же способность есть вверх. Точно. Что? Что вот это поворот? Чуть-чуть осколков. Самую малость. Я не думал, что тут Матерь Мха есть. Я думал, их всего 3, все. Вот это поворот. Леди, значит, вы все еще живы. Это хорошо. Я почувствовала, как началась борьба, как вспыхнули бледные сердца, а затем внезапно разлилась тьма. Me offended? Мне жаль, Ева. Я надеялась убить монархиню и была близка к этой цели, однако ситуация стала неоднозначной. Теперь всему Фарлуму грозит гибель. Но я кое-что чувствую в вас, леди. Вы не поддались отчаянию, значит, надежда все еще осталась. That's fine. Боюсь, это весьма призрачное. Что весьма призрачное, но верно, способ справиться с этой бедой, возможно, еще есть. Я буду стремиться к этой цели изо всех сил, что у меня остались. Тогда позвольте мне и дальше оказать вам посильную помощь. Мой уклад, возможно, невелик, но я с готовностью его внесу. Давай. Леди, мои чувства трепещут. Вы еще больше вышли за границы доступного обычному мужику. Позвольте мне вновь взглянуть на вашу природу, дабы я могла понять все более ясно. Да, пожалуйста. Охотник еще улучшен. Впечатляет. Ударяя врагов несколько раз подряд, вы обретаете концентрацию, которая делает ваши атаки иглой опаснее. Не, ну прям разработчики действительно намекают, что охотник — это каноничный знак. Прям он улучшается и улучшается. И только он один. Я думал, тут еще другие знаки будут улучшаться, но нет.
Здравствуйте, Жанна. Подойди в начало и сделай супер прыжок. Начало? Какое начало? Леди, в вашем панцире заключено множество сущностей. Вы создание поистине свободное от любых оков. Несмотря на свою ограниченность, мне все же удалось справиться с такой великой задачей, как содействие вашему развитию. Позвольте же мне перед концом высказать вам последнюю эгоистичную просьбу. Да, Финистра. Твои таланты принесли неоценимую пользу, Ева. Чего ты желаешь от меня взамен? Лишь того, чтобы и моя душа, и мои собственные воспоминания оказались заключены в вашей оболочке. Сделайте со мной то же, что и с другими обитателями этих земель. Я не смогу стать отдельным знаком внутри вас, однако моя скромная сила все же может стать для вас последним даром. Хасфин? Ты просишь о поглощении? Знай, твой разум перестанет существовать независимо. Мне это известно, и все же я стремлюсь к этому с большой охотой. Воссоединиться с той, что свободна от всех уз. Это и есть освобождение, о котором я когда-то молилась, хотя бремя веков почти заставило меня все забыть. Добрая леди, исполните ли вы мою просьбу? Разработчики любят этот знак, но оно и видно. Насколько силка долгая? Ну, я ее просто купил и задаюсь этим вопросом. Ну, если прям исследовать все очень подробно, как я, пылесосить все и везде, то, мне кажется, где-то до 100 часов можно тут засидеть. Я уже где-то почти 70, наверное, часов тут сижу. И еще у меня впереди есть чем заняться. «55 часов? А, ну значит почти 60 часов я почти тут сижу. Но еще до 10 часов смело я, наверное, тут еще просижу. Я почти уверен. Вашей милости наконец-то вырвана из тисков судьбы. Гвинейра. Я рада союзу с тобой, Ева. Тебе больше не придется вечно страдать в одиночестве. Ну это еще мы DLC не берем в расчет. Песнь Сильфиды. Искусство Евы. Внутри заключены душа и сила Евы. Запас шелка будет восстанавливаться во время отдыха на скамейке. Вау. Вау. Достижение путы. Все. Жалко, новые ячейки не дала. Но все равно я благодарен. Итак, целых 2 крутых награды нам дала. Так, о чем вы говорили в начале игры? Способность. В 6-м гроте где-то там в начале. Или прям в начале, там, где мы упали с этого моста, с этой колесницы, в самый низ. И мы долетим типа где-то аж в поточные ступени, что ли, или куда-то мы должны были полететь. Где клетка? Хорошо, я понял тоже. А, это мы прям оттуда полетим, вот так, вот так, вот так, я ж ступени, действительно. А что там, мы что-то найдем или просто прикол? Но думаю, нам что-то помешает по дороге. Скорее всего.
Мне вроде сделали, что работает последний патч. У меня последний патч. Так что должно все работать, наверное. Отсюда. Пиу. Вот это сейчас будет долгий полет. А, мы просто всех на пути уничтожаем. Угу. Все. И ничего, это просто типа ради прикола, я понял. Забавно, как он в этот пиксель попал? Как-то так. Так, ну раз мы в ступенях, давайте все-таки, что ли, вот это... Где? Вот этот квест, что ли, сделаем. По точных ступенях, булавочница. Примите ее вызов. Это туда, где она и живет. Вот там, где лавочка слева, правильно? Опа. Ау. Блин, убил, не... Убила, засчитала? Да. 5 раз чуть не врезались. Чудеса. Сходи еще к лавочке у станции Иры в песках Карака. Вот та, которая справа, прям. А, в ступенях. В песках Карака. В песках Карака нет Иры. Если в ступенях, тогда понял. Там слишком много удачи. Ну, либо это реально мне повезло, либо... Может, так и надо было. Не знаю. В ступенях, окей. Так, мне тут наверх, наверное. Нет. Или не наверх. Это место тоже не помню ни черта. Не, вроде не надо наверх. Можно так. Вот так долететь. Я отправляюсь покорять ледяную вершину Фарлума. Ну какую ледяную вершину Фарлума? Ну ты же написала мне в ступенях. Опять мне на эту гору фей подниматься. Ну ты издеваешься, бабка. Коль скоро отыщется отважный жук, который осмелится бросить вызов смертоносному упорству моей булавки, пусть явится для поединка на... О! Обман. Обман это был. Угу.
О! Это кто? Ты кто? Это Заза. Это Заза от этого деда кавалериста. Я помню Зазу. Гармонда, да, точно. Главное, Зазу помню, а Гармонда не помню. Имя. Оу. Пропащий Гармон. Ну хоть не пропащий Зазу. Воу, 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 воу. Что-то слишком быстро. Заза самый харизматичный. Блин, аж отсюда. Надо было на лавочку сесть. Да, Гармон-то не жалко. Ну, как бы как. Ну, давайте еще Гармонда напоследок попробуем потыкать. Парочку попыточек. Мне тоже жалко. Пока плохо вижу атаки. Надо внимательней. Тут явно не прыжок, походу, надо. Ай. Надо тактику. Легендарный хил. Кстати, насчет хила. Потом, если что, поменяю на другой амулет, который урон будет наносить. Но не мне, а ему. Прихилил как раз. Успел? Опять не успел. Конечно. Самоубийца это мы можем, это мы дам. Первое оглушение, и надо самому себя в него убить. Конечно. Возьму это, раз у меня все равно пилы закончились. И вот это. Вместо вот этого, наверное. Он может мне зарешать внезапно. Как мы кого-то там тоже, какого-то босса прям убили этой способностью, убили хилом. Грешница, по-моему.
две стороны. Так мы теперь медленно хилимся вообще. Неприятно. Ей! Hironare. Простите меня, сударь, это был единственный способ освободить вас от проклятых нитей. Лилос, baby. Не тревожься, малышка. Гордись, ты стала такой сильной. Lillos, baby. Да, давай отдохнем немного и отбудем. Зов героя, желание исполнено. О, это был квест, оказывается. Достижение зов героя. Сувенир от героя. Сувениры можно выставить у себя в доме. Это один из тех самых сувениров, очень полезных. Привет, Харкен. С возвращением, Артем. Что делаете? Случайно квест выполнили, хоть я и хотел оставить квесты на следующий стрим, но... Ладно, вот сделали квест с Гармондом. Внезапно. Так, булавочница сказала на горе фей. Это мы точно на следующий раз оставляем. Сцена цитадели у нас еще есть. В катакомбах. Булавочница, второй страж. В уголке песни. Такие вот квесты есть. Сами боссы, понятное дело, еще 3 главных. Есть еще что-то такое по мелочи, что можно сделать? Или уже все, остались только квесты и боссы? Харкин, ты у нас тоже новенький, что ли? Что делаете? Гармонда убиваем, пока он нас. Звучит забавно. А нет. А нет. Поздравляю, наверное. Что ж такие сомнительные сообщения? Я долго вспоминать буду. Мне главное, чтобы такое с Шермой не случилось. Вот тогда я буду грустить больше всех. Я раньше Гармонда называл лавашом. Лавашом называл? Почему? Да, новенький. Тогда добро пожаловать к нам. Офигеть, уже 5,5 часов стрим идет. Ух, Шерма все норм будет. Ну тогда я спокоен. Самое страшное не случится. Вау. Теперь мне на лавочке полностью восстанавливают весь шелк. Вот это имба. Вот это, конечно, да. Вот это супер-пупер. А сувенир можно в звон повесить. На что мы теперь бусины, кстати, будем копить? Либо, чтобы до конца скупить все остальные инструменты, которые у кого-то еще где-то остались, вроде бы. Один. Один красный инструмент всего остался. Где-то у кого-то. Кстати, амулет вернуть обратно. Или... Не, ладно. По амулетам еще много чего не хватает. И синего, и желтого. А вот по красным инструментам один только остался. Где-то. Недокупленный, скорее всего. О, червоточины, точно. Коралловый риф. Что такое коралловый риф?
Это где? Мне Коралловый риф почему-то напоминает локацию из первой части. Или я где-то просто забыл уже ее. Не вижу, что такое Коралловый риф. Коралловая башня? Пески коралла? Не, на боссов я сказал, мы на следующий раз оставляем. И квесты те, которые у нас остались, и боссов на следующий раз. Такие большие занятия, а то с боссами мы наверняка там надолго застрянем, особенно с вот этими вот важными сюжетными. Сегодня доделаем все оставшиеся мелочи, чтобы на следующий стрим у нас мелочей вообще никаких не осталось, чтобы тупо идти на боссов. Ну и на квесты вот эти, и только этим заниматься. Вон там реликвии все дособрали, у блох испытания все выполнили, иглу улучшили на максимум. В ткачедоме улучшились. Всякие такие мелочи. Сколько уже процентов у нас, кстати? 88. Между прочим. За 40 амулетов в первом ФК то же самое. В песках Карака у тебя квест. Ну, квесты на потом. Ну, если про сюжет, да. Это сюжет мы сегодня уже все. Сюжет у нас в начале стрима сегодня был много там, где мы в бездне бродили, и вот это вот все. А потом мы начали мелочь всякую закрывать. А мы уже заканчиваем. Да, вот только какую-то еще мелочь у нас есть время. Вот, например, вот червоточины можно еще сходить, и все, наверное. Или кроме червоточин еще есть что-то такое по мелочи, что можно было бы сделать. Ты еще, кстати, говорил, что можно к архитектору потом когда-то там вернуться сходить. Это самое потом уже наступило или еще нет? Когда будет следующий стрим по Hollow Knight'у? Ну, завтра или послезавтра. Ты за сколько вдову убил примерно? Вдова это вот это вот. Не помню за сколько. Лучше либо тебе в записи глянуть, либо, может, в чате кто-то помнит лучше, сколько я с ней просидел. Ну, не очень прям долго, но и не мало. Где-то средний я с ней провозился. У тебя торговцы с товарами еще есть. Юбилана в доках, вор в ступенях. Да-да-да. По-моему, как раз у нее в доках и последний этот инструмент и продается, красный. А вот у вора в ступенях, ты говорил, там всякая фигня только осталась. Даже не знаю. Во сколько? Ну, во сколько я не знаю, не гарантирую. Может, опять какой-то утренний стрим, как сегодня. По времени вот ничего не гарантирую. День вот более-менее, завтра или послезавтра опять, а по времени не знаю. Да, уже можно. Может, попыток 10-15. Не знаю, не знаю. Так, ну если можно, то давай. А то я потом могу забыть про этого архитектора.
Итак, что у нас тут? Целое нутро. Осколки! О, это да, это мне пригодится, да. Он помер. Обидно, конечно, но осколки, это я рад. Какие, блин, смешанные чувства, да, как бы. Вроде обидно, а вроде ура, осколки. И это да, это полезно. Это я не зря сюда пришел. И тем более целых 220. Тем более у меня сейчас дефицит по осколкам. Это тем более. И еще давайте действительно червоточины, и, наверное, все будет. По боссам, кстати, Игорь, что поменялось? Ты в последний раз вроде говорил, плюс-минус 12 боссов нам еще ожидает. В третьем акте тут на данный момент уже сколько? Если ты не заметил, написал, то ты заметил. Наконец-то осколки кажутся ценными. Дожили, да. В начале игры я помню прям... А, тут этот же лифт поломан теперь. Прекрасно, значит. Добираться другим путем надо. Через костяк, наверное. Помню, в начале игры осколки мне такие казались, зачем они вообще мне надо? Куда мне их вообще тратить? Целые горы копились у меня. Вообще я там инструментами толком не пользовался и валялись тупо. А кого считать боссами? Там просто некоторых ими сложно назвать. Ну а до этого ты кого считал? 12+, когда говорил. Вот из тех и отсчитывай. Вот эти кучки, где, например, вот мы в топях были, мрачной топе, где нас закрыли и на нас нападали вот эти мобы под бездном, под влиянием бездны. Ну вот это боссом точно вряд ли можно назвать. Но игра считает, что их 15 и 2. Ты уже убил. Я не всех считал. Ладно, короче. Разберемся. Оу, как красиво. Ува. Червоточины уже не такие мерзкие, уже не такие страшные. То есть 13 осталось. Неплохо.
Дополнительные хпшки не будет? Жалко. Чё с тобой? Ассистент, это вы. Вы наконец-то вернулись, мой друг. Yanara. Сударь, вы в ужасном состоянии. Эта субстанция прорастает сквозь ваш панцирь. Боюсь, со временем она полностью вас поглотит. Вы не желаете обратиться за помощью? Нет, нет, ассистент, вы заблуждаетесь. Мы переживаем чудесную трансформацию. Плазмиум, наше великое исследование. Мы достигли прогресса. Наркоман. Осуждаю тебя полностью. Исследование должно продолжаться. Скоро я сам стану источником. Эти земли хорошо приняли плазмиум. Почва насытилась им до глубины. Здешние существа тоже так дивно преобразились. Вы видели их? Cadestre. Воздействие вашего плазмиума на здешних тварей даже слишком очевидно. Их тела претерпели колоссальные изменения. Я заметила отголоски и других болезней. Интересно, что все это может значить. Или же мое воображение придумает ложные сходства? Ассистент, ваша любознательность растет. Вы тоже стремитесь постичь сокрытое. Можем ли мы, наконец, каким-то образом заглянуть еще глубже? Давайте поразмыслим. Давайте. Вы использовали свой плазмиум превосходно. Никому не говори. Не пали контору. Позвольте мне восполнить ваши запасы. Позволяю. О, вот еще. Пусть он пропитывает ваш панцирь насквозь. Осуждаю. Очень сильно осуждаю. Не страшитесь боль. Сосуд вновь наполнен плазмиумом. Ассистент, чтобы лучше познать чудеса плазмиума, я знаю, что вам надлежит сделать. Существа внизу, которые пропитали эту субстанцию и претерпели эволюцию, их тела наполнены разжиженной кровью. Вы должны использовать сосуд с иглой, чтобы извлечь этот драгоценный нектар. Лишь тщательно изучив его, мы можем достичь высшего знания. Еще квест. Тут фарлумское чудо распространилось. Зато как красиво. Почему из первой части? Это я помню. Осуждаю, покупаю. Тихо. Тихо. Да, ассистент, вы так преданы. Возьмите сосуд с иглой. Отыщите внизу существа с разжиженной кровью. Полностью зарядите сосуд, глубоко вонзите иглу и извлеките разжиженную кровь. Заполучив ее, мы сможем проникнуть в самые сокровенные тайны, познать больше, обрести полное просветление. Десять. Для извлечения понадобится полностью заряженный сосуд с иглой. Мне 10 мобов убить, что ли? Или прям из них извлекать надо? В прямом смысле. Это как инструмент еще и экипировать опять надо. Опять фармить. Или оставить это уже на следующий раз. Инструментом теперь живых бить. А можно на тебя ударю? О. Еще попробуй тут найди мобов. Еще попробуй, чтобы они меня не сбили. О, попал. Один есть. Новые мобы, кстати. Плазмид. Прикольно.
Так, а по тебе как попадать? Ой. Не то, надо вниз. В воздухе она не заряжает. Короче, поищу других. Второй. Еще базу данных пополняем. Я бы оставил, тут просто на локации новый босс, и у него не возьмешь. Так. Ну попади. 3. Как красиво, синий свет везде. И у меня еще максимально улучшенная игла стала. Не такие жирные все равно. Не как в Horizon флешка. Это ты хорошо заметил. Так, нет, тут уже другое место. Четыре. Пять. В левом нижнем углу босс, у него тоже можно брать кровь. А это Занга, тот самый труп. Отдай. Это прям босс. Прям босс-босс. С него 2 штучки сразу дают. Да ты подожди хоть минутку. Спасибо. Подождите, профессор, я почти. Теперь как будто побольше урона проходил, странно.
Ну вот его я за босса не считаю. А игра да. Ну, я бы тоже не считал. Не успел. Friend. Восемь. Так, все. Из тебя я теперь ничего брать не буду, просто тебе буду убивать. Пытаться. Так, только бы сам опять не убился. Это он пулемет. Все. А еще 2 моба, я думаю, найду. Награда тебе понравится. Ну не масло, конечно. Это печально. Мне сохранение Силксонга стерлось. А, да, это печально. А как оно стерлось? Ты его только сам мог как-то удалить в этой меню загрузки? Или как оно прям могло стереться, мне интересно. Девять. А вот и 10. Все. Возвращаемся. Данные были повреждены. А, то есть оно не прям стерлось, а оно что-то как-то поломалось. То тут вот есть ведь кнопка вот удалить сохранение, что-то еще сделать сохранение. У меня такого не было, странно. Очень-очень странно. Но и очень, да, очень обидно. Это очень грустно. Так, можно уже и менять вот эту штучку. Данные удалены. Ага. Ассистент, этот запах. О, у вас со мной с собой разжиженная кровь. И да-да-да. Янара. Наркоман. Вот, возьмите, сударь, хоть я и не знаю, какое просветление это может вам принести. Верьте же, мой дорогой ассистент, после всего пережитого я понимаю, величайшее знание приходит лишь через веру. Веру плазму. Кровь, которую вы собрали, она сверкает. Да, я вижу это. Дивная форма, дивное будущее, что мерцает прямо перед нами. Ми-ми-ми-ми-ми. Через поглощение этой крови мы наконец достигнем истинного просветления. Награду возьмите железу из моего панциря, это мой дар вам. Мне она больше не нужна, вам же даруют неиссякаемые запасы плазмиума. Да, плазмиум, чистый, прекрасный плазмиум. Плазмиумная железа. Какие мерзкие звуки она издает. Железа постепенно восстанавливается, представляя вам практически неограниченный запас плазмиума. Имеет резерв для создания склянок, и с плазмиумом больше не нужно. Да вы что? Оу. Низ плюс R1. Оу. Да, это мне нравится. Это мы осуждаем, но это мне нравится.
И ничего тут. Ничего тут не говорите мне даже, не начинайте. Все тут червоточинок, надеюсь. Итак, моментик перед завершением стрима, наверное, у нас все по мелочи. Или еще, может, что-то осталось где-то. Что-то забрать. Ну, купить, например, инструмент, я знаю, можно, но бусин нет. Так что пока что это остается на будущее. По торговцам, как ты говорил, Игорь, это, да, это в доках есть, там что-то еще купить можно вроде. В Звонвилле, но там только для дома. Это в самую последнюю очередь. Что еще? Кто еще? Этот вор в катакомбах, в ступенях. Это тоже на потом. В первую очередь, это я, наверное, коплю на этот инструмент, последний в доках, чтобы полную коллекцию собрать. За это, не знаю, будет достижение? Нет. А потом посмотрим, на что еще копить. Просто на все остальное, или может на дом наконец-то. Или на что еще. Давай передос. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Хайзенберг. Хотя Джесси больше подходит. Или это их смесь? Чистый нравится. Что происходит? Все, пошли спать. Точно все? Если точно все, тогда да, тогда пошли. Если по мелочи все, тогда на следующий раз оставляем боссов и квесты, которые там у нас остались. Вот эти вот: помощь, последняя аудиенция, фатальное упорство, боль, муки, невзгоды, темные сердца надо будет еще пофармить. Насчет вот этого квеста я без понятия, что там с ним вообще делать. По базе данных вот так вот у нас пока что. По процентам 88%. Пока что. Да, тут только для дома и мультисвязыватель, вот разве что. Ну, мы сегодня собрали все реликвии. Сувенир один первый получили. Улучшили на максимум нашу иглу. Получили бесконечную фарлумскую вот эту вот штучку. У Евы там очень много классных штук тоже получили. По сюжетке вначале чуть-чуть прошли. С блоками там поиграли. Очень неплохо. Что мы еще сегодня сделали? У архитектора там это забрали, да. Колыбели чуть-чуть фигней пострадали. Ну и что-то еще, наверное. Короче, можно, наверное, назвать, что сегодня продуктивный был стрим. Хоть и почти 6 часов он продлился, но... Зато на следующем стриме у нас не будет вот этой мелочи. Будут сразу важные дела, важные боссы, сюжетные боссы и квесты вот эти вот. Все. Вот мы спим, вот мы закругляемся. 6 часов более чем. Хороший стрим сегодня. Да. Можно, наверное, и так сказать. Ты использовал прыжок над Звонвиллем? Да, уже Игорь об этом спрашивал. Использовал. Похоже, 100 будет. Не будет. Но будет близко, думаю. Постараемся максимально близко сделать. Сувениры на стене, да, я вижу, вот первый валяется. Бездну сходили, ну, бездна в самом начале была, да. Надеюсь, я в бездне ничего не пропустил, вот я не уверен.
Насчет бездны вот вообще не уверен. Я там без карты бегал, потом, когда карту получил, уже обратно спускаться не хотел. Я там яйцо нашел одно единственное. По сюжетке то, что там надо было найти, нашел. И способность вот эту, да. Не знаю, есть ли там еще что-то. Гриша, он же Саша, все равно сказал, нам все равно надо будет туда возвращаться, но... Не уверен, что я там... Может, еще что-то упустил. Все спросили. Угу. Почему не будет? Ну, потому что я же все равно что-то где-то не дособеру. Эти же сувениры, например. Я их не соберу. Или они процентов не дают. У меня 99. А тебе чего не хватило для полной? Для 100%? Сувениры не дают. А база данных? Мобов? Тоже? Ну, благо тут пантеонов нет. Тут с этим мне не придется страдать. База тоже не дает. Ну, 12% не осталось. Это учитывая, что еще сюжетки там есть чем заняться. Еще квесты, понятное дело. Больше 90% по-любому будет. Больше 95 даже, наверное, будет. А вот что там как получится, вот будет уже интересно. В основном инструменты остались. Ну, амулеты, да. Инструмент один последний. И амулетов там еще много, да. Медальончик еще один точно, я помню, остался для последнего знака, чтобы открыть там последнюю ячейку. Вот это еще осталось. Амулетов много осталось. Некоторые продаются еще, некоторые где-то по сюжету, наверное. Ну, в основном, да. Вроде ты все взял. Пока буду ждать, когда будет следующий стрим. И я буду ждать, Артем, и я. Пока нам только Silksong остается проходить. Пока я кое-что другое не начну. Не знаю, следующий стрим будет уже по этому самому кое-чему. Спойлер, это еще одно DLC, только уже по другой игре, которую я тоже давным-давно уже должен был бы пройти. Но постоянно руки не доходили. Либо опять по Silksong будет. Вот завтра или послезавтра узнаю. Я осознанно отказываюсь проходить один квест, потому что там геморрой. Дай угадаю. Либо фарм органов, либо вот эти вот игры с блохами, либо доставка мяса, что-то из этого. Вот эти 3 квеста, они самые душные, по-моему, были за всю игру. Или у тебя что-то другое? Намекни. Но если это спойлер, и у меня еще этого квеста нет, то тогда да, лучше не говори. Не хочу тратить нервы. Ой, как я тебя понимаю. Я тоже наплевал на эти 112% в первой части и не прошел 3-й Колизей, не прошел Пантеоны, не прошел Грима кошмарного. И что-то еще там по мелочи. И решил тоже не тратить ни нервы, ни время. И поэтому у меня там 103% вместо 112. Но тоже неплохо все равно. Намекни, если мы еще не делали. Мне кажется, делали. Какой-то из этих 3, наверное. Но кто знает. Все тогда на сегодня. 6 часов ровно уже тем временем. Спасибо всем, кто зафоловился на Твиче. У нас сегодня целых 2 товарища на Твиче присоединилось к нам. Спасибо всем, кто активничал в чате. У нас сегодня довольно-таки активный был стрим, и новички были. Хотя он сегодня и довольно-таки утренний был. Тем, кто, может, молча смотрел стрим, а в чате ничего не писал. Вам тоже спасибо.
И тем, кто в записи будет смотреть когда-то этот стрим. И отдельное спасибо всем тем, кто ставил лайки на ютубе. Вот. До встречи завтра или послезавтра. Либо опять на Silksong, как я сказал, либо на вот вон том самом DLC. В другой игре. Все, всем до встречи. Всем удачи, всем пока.